Привет всем, с вами Ганзи, и это объединение всех частей в одну интересного сюжета по фанфику на моем канале. Это сюжет Наруто «Черный лис Канохи». Предлагаю всем тем, кто еще не зафоловился на Twitch, сделать это, а также вступить в наш Discord сервер. Там вам очень сильно понравится, будьте уверены. Ссылки вы найдете в описании. Ну а тот, кто не подписан на канал, подписывайтесь, сразу же ставьте лайк и на колокольчик, чтобы супер-пупер премьеры не пропускать. А ведь скоро на канале уже стартанет новый сюжет. А это Наруто «Черный лис Канохи». Все части. Поехали! Я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Вступление. Это история о мальчике Наруто. Однажды демон-лис напал на Каноху. Минато и Кушина смогли запечатать половины лиса в близнецов, светлую сторону лиса в Менму, а темную в Наруто. Эта печать не убивала исполнительной, но забирала достаточно чакры. Кушина уснула, а Минато остался стоять на ногах. Вдруг он увидел, как у Наруто меняется цвет волос с ярко-пшеничного на кроваво-черный. Глаза мальчика изменились на кроваво-красный. Минато растерялся, и он решил отдать Наруто в детдом. В этой вселенной есть персонажи, которые умерли в оригинале, но в этом сюжете они живы. Насчет того, как Кушина среагировала на якобы смерть ее второго ребенка, у нее началась депрессия, но она потихоньку отошла, из-за того, что у нее есть еще один ребенок, Менма. После Минато Намикадзе наградил себя и Кушину двумя девочками. Одну назвали Мина, а вторую Акими. Насчет персонажей. Рин жива. Именно из-за этого Обито вернулся в Каноху. Троица Нагата, Яхика и Конан стали управлять деревушкой под названием «Скрытая деревня Алых Облаков». Шисуи и Итачи смогли предотвратить вырезку клана, и теперь Шисуи стал лидером одной из самых влиятельных организаций – Тень Красной Ночи. Клан Учиха живет и процветает. Часть первая. Начало. Был очень холодный день. Именно из-за этого шиноби, как и горожане, не выходили из уютных домов. Хоть и октябрь. Знаете, в этот день произошло только две вещи. Нападение Девятихвостого и рождение двух Джинчурики, которые отличаются внешностью, характером и мнением окружающих. Этих детей зовут Наруто и Менма. И главным героем этого рассказа является Наруто Узумаки. Ему только 4 года. Наруто шел по большим снежным хлопьям. В этот день Джинчурики чувствовал одиночество и решил пойти на полигон. С самого детства Наруто увлекался чтением. Читать его научил дедуля из Ичираку Рамена. Этот человек приехал позже событий с лисом и не ненавидел маленького ребенка. Наруто изучил более 300 книг про войну и о техниках. Он шел быстро из-за холода и вдруг врезался в человека с белыми волосами и с повязкой на лице. Наруто не смог удержаться на ногах и упал. «Ты в порядке, малыш?» – спросил его Альбинос. «Простите, я случайно, такого больше не повторится», – нервно сказал Узумаки и побежал дальше. «Эй, постой!» – хотел остановить черноволосого Альбинос. Мысли Какаши. «Черт, шустрый!» Но меня больше удивила его внешность. Красно-кровавые глаза, со зрачком зверя, черные волосы. Интересный малый. Сколько сейчас время? Ой, опоздал на день рождения Менмы. Ну ладно, найду оправдание. Наруто бежал очень быстро и не замечал удивленный взгляд маленькой Хьюги. Ее звали Ханаби, и она впервые видела такую внешность. «Папа, а кто это сейчас пробежал?» – смущенно спросила маленькая Хьюга. «Ты о Джинчурике, он старше тебя на год. Его звать Наруто Узумаки. Это все».
Без всяких эмоций проговорил старший Хьюга. «Я слышал, что учихи интересуются мальцом», — сказал отец Нейджи. Они разговаривали несколько минут о Узумаки и перестали. Ханаби заинтересовал Наруто. Семья учих шла к дому Хокаге, как вдруг мимо них пробежал Наруто. Саски удивился скорости пацана и решил спросить: «Братец Итачи, а кто это?» – спросил Саски. «Его имя Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого», – объяснил Итачи. «Возможно, он будет жить у нас», – спокойно сказал Фугаку. «Почему?» – спросил младший. Его глаза. Возможно, это мутированный Шаринган, и внешность больше походит на учих, а не на Узумаки, проговорил Фугаку и постучал в дверь Хокаге. У сына Хокаги Менмы был день рождения, и к ним пришли такие главы кланов, как Учиха, Хьюга и Нара. Взрослые сидели за столом и что-то обсуждали, а дети ушли в комнату Менмы. «Минато, можно спросить тебя?» – задал вопрос Фугаку. «Давай», – весело сказал Хокаге. «Мы обсудили всей семьей. Мы можем забрать Наруто Узумаки под свою опеку?» – спросил Фугаку. Минато встал из-за стола и тихонько стукнул в стол. «Зачем он тебе нужен?» – немного обиженно спросил Минато. «Ты же видел его глаза?» – ответил вопросом Фугаку. «Да», – ответил Намикадзе. «Его глаза – это мутированный Шаринган. Он станет гением из клана Учих. Очаг чакры Узумаки, глаза Учих и мощь Кьюби. Вот сила Наруто», – объяснил старший Учиха. Все были в шоке от слов Фугаку. «Странно. Нашего второго сына мы хотели назвать Наруто в честь главного героя книги Джираи, а нас уже опередили», – с подозрением сказала Кушина. «Ладно, но жить он будет в квартале Узумаки», – строго ответил Минато. «Он будет жить у нас дома», – проговорил Микото. «Как раз мы будем обучать двух гениев учих, Саски и Наруто», – прокомментировал Фугаку. «Сначала надо спросить у самого Наруто», – уже в гневе сказал Минато. За все 4 года Минато очень сожалел о поступке, и он хотел все исправить. «Тогда позови Анбу и попроси их привести Наруто», – нагло сказал Фугаку. Минато так и сделал, и через полчаса прибыл Анбу, у которого был на спине Наруто. «Господин Хокаге, я привел Джинчурики», – сказал анбушник, отпустив ребенка на пол, и исчез. «Хокаге-сама, что я здесь делаю?» – спросил Наруто. «Наруто, мы можем дать тебе дом и, возможно, семью», – немного заикаясь, сказал Минато. «Я спросил, что я здесь делаю, и почему главы кланов Хьюга, Учиха и Нара присутствуют в этом разговоре, и вообще могли просто попросить. Ваш анбушник, пока я отдыхал от тренировки, взял и усыпил меня и отнес сюда. Вы вообще ошалели?» – уже в гневе говорил Наруто. Все присутствующие были в шоке. «Ладно, простите, но все же не нужно так больше делать», – уже спокойно проговорил Узумаки. «Наруто, выбирай, дом в квартале Узумаки или дом с семьей в квартале Учих. Твоими родителями станут Фугаку и Микото», – спросил Минато. «Вы точно уверены?» Повернулся я к ним лицом, показывая глаза. «Да», – утвердил за всех Фугаку. «Тогда у Учих, только предупреждаю, не стоит обо мне заботиться как о ребенке», – согласился Наруто. Фугаку встал и дал ребенку 5 листочков. «Проведи чакру, если умеешь», – спокойно сказал Фугаку. «Фугаку, он же хотел что-то сказать Минато, и все узрели 3 листочка. Один загорелся, второй смялся, а третий разрезался напополам. «Что?» – закричали все, кроме Фугаку и Наруто. «Ветер, молния и огонь», – проговорил Минато под нос. «Теперь ты в нашей семье», – сказал Фугаку и протянул руку. «Спасибо, но я пошел на тренировку», – сказал Наруто, пожал руку и вышел из дома. Все сидели молча. Никто не мог понять, как ребенок 4 лет смог получить 3 стихии. «Кто будет тренировать Наруто?» – вяло спросил Минато. «На твой вкус, но я советую Итачи или Шисуе, пусть тренируют Катону», – сказал Фугаку. «Какаши будет тренировать Райтон, а Футон», – проговорил Хокаге, – «я могу тренировать ветер у него, как и у наших детей», – сказала Кушина. «А еще скоро Джирай вернется, вот и обучит Футону», – радостно сказал Минато. Они пили еще много времени, пока все не разошлись.
Вот, вся довольная семья Учих шла домой, и вдруг Саски начал разговор. «Папа, я случайно услышал, что ты взял какого-то парня по имени Наруто. Это правда?» – спросил Саски. «Да, Саски», – с улыбкой на лице сказал Фугаку. Тренировки. После того, как Наруто стал Учихой, прошло 4 года. Личными учителями Наруто и Саски стали Какаши, Итачи и Кушина. Шисуи не смог стать сенсеем Наруто из-за работы. Организация следила за действиями Акацуки. Наруто и Саски стали братьями, и им нравилось тренироваться вместе, что очень радовало Фугаку и Микото. Итачи очень любил братьев, и частенько он обучал их другим техникам, не только катон. Так Наруто изучил очень полезную для тренировок технику теневого клонирования, а Саски наполовину изучил гензюцу. Теперь Саски мог в любой момент наложить гензюцу на кого-то, что очень радовало. Какаши изначально смотрел на детей с усмешкой на лице, но через неделю понял, насколько они гениальны. Кушина многому обучила Наруто. Это были единственные тренировки, в которых Саски не участвовал. Она научила Наруто фуинзюцу, но Наруто не очень любил это. Насчет Менмы. Менму обучали Кушина и Минато, так как у Менмы были две стихии – Райтон и Футон. Менма в 7 лет подписал договор с жабами, так и еще изучил теневое клонирование. Наруто тоже в 7 лет обучился призыву, но не простому, а свободному. И на удивление Наруто ему попались вороны, которые были не против своего господина. Наруто подумал еще раз попробовать свободный призыв, и ему попались змеи. «Кто призвал меня?» – прошипела змея размером с Наруто. «Я, Наруто Учиха, и я бы хотел подписать с вами договор», – вежливо сказал Наруто. «А где Арачимару? Или Анка-сан?» – спросила меня змея. «Простите, но я таких не знаю», – извинился Учиха. «Ладно, вот тебе свиток, и напиши свое имя кровью, и призывай нас, когда будет нужно», – сказал змей и отдал свиток. Джинчурики быстро подписал его и попрощался с Мизуки, так звали змея. После направился к Итачи. «Итачи, у тебя призыв воронов?» – спросил Наруто. «Только не говори, что ты подписал свободный контракт», – начал Итачи. «Ну, да, уже не так уверенно», – сказал Наруто. «Ворон, значит. Я могу потренировать тебя в использовании воронов», – сказал Итачи. «Спасибо», – сказал Наруто. После была тренировка катона, а после Наруто завел разговор. «Итачи, давай Саски подпишет контракт с призывом», – сказал Наруто, смотря в небо. «Можно, но завтра», – сказал Итачи, смотря на задумчивое лицо Наруто. Наруто жил в семье Учих уже 4 года. Ему рассказали про Шаринган. Итачи стал ему старшим братом, Микото – мамой, а Фугаку – отцом. Вечер того же дня. «Наруто, сейчас к нам придет Хокаге и его семья. Будь вежлив с ним. А еще поиграй с детьми Минато», – сказал Фугаку. «Ладно», – уныло сказал Наруто. Наруто не любит играть с детьми, особенно когда его заставляют это делать. В тот же момент кто-то постучался. Наруто подошел к двери и открыл. Перед ним стоял 4-й с тортиком в руках, а позади Минато стояла его семья. «Здравствуйте, заходите», – сказал Наруто. «Спасибо, Наруто», – сказал Минато, и они прошли в дом. Как и ожидалось, детей отправили в комнату, а сами взрослые попивали чаек. Мина и Акими пристально смотрели на Наруто, а Менма просто разговаривал с Учихой. Они были друзьями. Наруто заметил взгляды и повернулся к девчонкам. «Девочки, не надо так смотреть на меня», – с улыбкой сказал Красноглазик. «Брать с Наруто и брать с Менма. Встаньте к друг другу», – предложила Мина. «Зачем?» – спросил Минато. «Надо», – сказала Акими. Двое джинчурики встали друг к другу, и вдруг две девочки удивились, а Учиха просто всматривался в парней. «А кем вы друг другу являетесь?» – спросил Саски. «Мы просто из одного клана, вот и все», – безразлично ответил Наруто. «Брать с Наруто, ты так похож на Менму?» – стеснительно проговорила Акими. «Я не похож на этого шалопая», – сказал Наруто. «Ты как меня назвал?» – раздраженно прокричал Менма. «Ты глухой?» – таким же тоном сказал Наруто. Наруто и Менма ненавидели друг друга, потому что однажды
Флэшбэк. Наруто шел покупать продукты, как и Менма. Когда они закупились, они вышли из магазинов. Они покупали в разных продуктовых, и Менма вспомнил, что он опаздывает на тренировку, и побежал. Наруто не спал целую ночь из-за очень интересной книги «Великий шиноби листа». И вот Менма врезался в сонного Наруто. «Эй, ты смотришь, куда бежишь?» – раздраженно сказал Наруто. «А ты чего стал посередине дороги?» – прокричал Менма. После они разошлись. Академия. За столом взрослых. «Минато, наш клан распространился в деревню Дождя, и я с Микотой должны туда уехать. Ты бы мог на неделю приютить Саски и Наруто, а Итачи с нами поедет», – сказал Фугаку. «С радостью!» Чуть не подпрыгнув, согласился Минато. Минато очень хотел увидеться с Наруто, и тут такой шанс. «Согласна», – согласилась Кушина. «Вот здесь зачисление Наруто и Саски в академию», – тихонько проговорил Микото и протянула документ. «Ладно, нам уже пора. Сейчас предупрежу сыновей, и мы уедем из деревни на неделю», – сказал Фугаку и пошел за Минато, который показал комнату Менмы. Фугаку открыл дверь и увидел. Мина сидела на плечах Наруто и делала хвостик Наруто. Кстати, волосы Наруто отросли, и теперь они до плеч. А Акими лежала у Наруто на коленках и спала. Менма и Саски уснули из-за усталости, а Наруто гладил волосы Акими и терпел неуклюжие движения Мины. Фугаку, увидев эту картину, мило улыбнулся, а после все взрослые увидели эту картину. Микото и Кушина умилялись увиденному, а Минато еле как сдерживал слезы от счастья. «Тише, я еле как уложил их спать», – тихонько с очень милой улыбкой сказал Наруто. После Минато и Кушина взяли девочек на руки и отнесли маленьких Узумаки в их комнату. После Минато пришел, а Кушина осталась у девчонок. «Наруто, ты и Саски будете жить у Минато на Микадзе», – тихо проговорил Фугаку. «Я знаю, завтра утром предупрежу Саски», – сказал Наруто и пошел в гостиную и лег на диван. После Фугаку и Микото ушли. Минато приготовил поесть Саски и уложил того, а Наруто он не стал будить. На следующий день Мина и Акими пошли на кухню в очень открытых пижамах и вдруг увидели спящего Наруто, который спал на диване. Они чуть не заорали, но сдержались, и вдруг из кухни с большой скоростью выбежала Кушина и взяла девочек и увела сестер в их комнату. Саски, как проснулся, пошел вниз. Когда он зашел в гостиную, то увидел спящего Наруто. «Эй, Соня, вставай!» – разбудил Саски Наруто. «Чего?» Наруто был раздражен, но когда вспомнил, где он находился, встал и быстрым движением убрался в комнате. Саски был удивлен, но потом спросил: «Наруто, а где родители?» – спросил Саски. Наруто все пересказал, и они сели на диван. «Саски, я пошел на улицу подышать свежим воздухом», – сказал Наруто и вышел из дома. Он гулял недолго и вернулся обратно, но на самом деле он просто не хотел завтракать. У Кушины были свои правила дома. Наруто как вошел за порог, то на него налетела Кунаичи. «Наруто, иди завтракать!» – кричала Кушина. «Не хочу!» – спокойно ответил Наруто. «Если я Обита приручила к домашней еде, то и тебя подавно!» – прокричала Кушина. «Нет!» – раздраженно сказал Наруто. «Прошло 5 минут, и я сижу за столом, весь избитый сковородой, и ем». Наруто после завтрака решил уйти на полигон, но его остановили девочки. «Братец Наруто, можно пойти с тобой на тренировку?» – спросила Акими. «Конечно да», – ответил Наруто и сел на корточки спиной к девочкам. «Ура!» – прокричала Мина и села на левое плечо. «Акими, садись на правое плечо», – попросил Наруто. «Угу», – проговорила Акими и села на плечо. Минато и Кушина только хотели уйти на работу, но увидели Наруто, который держит девочек на плечах и уходит. «Минато, я хочу такого сына», – тихонько проговорила Кушина. «Согласен», – согласился Минато. Наруто с девочками бежал быстро и уже через 10 минут прибежал на заброшенный полигон. Наруто опустил Акими и Мина. «Девочки, какие у вас стихии?» – спросил Наруто. «У меня молния», – проговорила Акими. «А у меня ветер», – сказала Мина. «Вы знаете такие техники, как Разенган и Чидори?» – спросил Наруто. «Я умею делать Разенган», – проговорила Акими и создала маленький шарик в руках. «Смотри, постарайся влить футон в Разенган, и получится так».
сказал Наруто и создал нормальных размеров Разенган. «Вау, сейчас попробую», сказала Акими и начала практиковать Футоно Разенган. «Амина, мы изучим Чидори», сказал Наруто. Тренировки были долгие, но у девчонок получилось создать нормальный Футоно Разенган и Чидори. После они пошли домой. Точнее, Наруто нес уставших девочек. И вот они у дома, но девочки уснули. Наруто прогулялся по дому и открыл нужную дверь. У сестер в комнате были 2 кровати, и Наруто уложил девочек по кроватям. После вышел и лег на диван. Послышались голоса в прихожей. «Наруто, как прошла тренировка?» – спросил Минато. «Мина и Акими изучили новые техники, а завтра вам покажут», – проговорил Наруто и уснул. На следующий день на 9-м полигоне Наруто и Саски стояли у девочек и давали советы насчет техник, а Минато, Кушина и Менма стояли и смотрели на них. Наруто поставил бревна и отошел от них. У Мина быстро появился Чидори, и девочка побежала на бревно. В итоге бревно взорвалось на щепки, а тут же Акими сделала Футоно Разенган и направилась к бревну, и в итоге бревно также взорвалось. «Наруто, это ты их обучил этому?» – спросил Минато. «Да, у них большой потенциал», – сказал Наруто. «Ладно, нам пора домой. Завтра Саски, Менма и Наруто надо в академию», – сказала Кушина. Уже в академии. Троица быстро вошли в класс и расселись по местам. Наруто на последнюю парту, рядом с Шикамару Нара. Менма и Саски сели на вторую парту во втором ряду. Мысли Наруто. Так, значит, 1 Нара, 1 Хьюга, Инузука, 1 Яманака, 1 Харуна, 4-5 Учих и 3 Узумаки. Нара отличаются ленью, но на войне гении. Инузуки простые пешки в войне. Хьюга – идеальная поддержка или атака. Яманака – либо медики, либо поддержка, как и Харуна. Учихи – стратегия или атака. А Узумаки и атака, и стратегия, и медики, и поддержка. Но вот Нара меня больше всего интересует. Мысли закончились. «Тебя же звать Шикамару?» – спросил Наруто. «Да», – лениво сказал Шика. «Тогда давай дружить», – сказал Наруто. «Давай, тебя же зовут Наруто Учиха звать?» – спросил Нара. «Да», – сказал Наруто. И вдруг в меня полетел мел. Я поймал его 2 пальцами. «Сейчас урок!» – гневно кричал мужик со шрамом. Я в ответ ему промолчал. Весь класс был в шоке, кроме Менмы и Саски. После продолжился урок. Знакомство. Наруто спал. Ему было неинтересно, а когда закончился урок, он сел на подоконник и уснул. «Дети, следующий урок тайцзюцу, одевайтесь и выходите на улицу», – сказал Ирука. Дети быстро оделись, а после вышли на улицу. Детей распределили по парам, и каждая пара ждала своей очереди. Наруто Учиха и Асура Учиха, выходите к нам, – прокричал Ирука. 2 мальчика стали перед друг другом, и вдруг Асура начал разговор. «Хей, я не хочу демона в сопернике!» – возмущался Асура. «Хватит, начали!» – прокричал Ирука. Асура побежал на Наруто с большой скоростью, а второй просто ждал. Когда Асура замахнулся, Наруто подхватил руку Учихи и с большой силой долбанул того об пол, что тот вырубился. Все уже боялись Наруто, но также у него появились фанаты. Хоть Наруто и не заметил, но за ним с восхищением смотрела Хината. Наруто быстро ушел под дерево, где сидел Шика и Саски. «Наруто, ты перестарался», – сказал Саски и ушел, так как его позвали. «А ты интересный», – проговорил сонно Шика. «А ты от меня не отличаешься», – проговорил Наруто, на что Шикамару удивленно посмотрел на Джинчурики, а после успокоился. День в академии прошел быстро. Наруто пошел на полигон, а Саски решил почитать и пошел к жилью. Наруто за тренировку расширил очаг чакры и пошел к жилью. Пока Наруто шел, встретил кровавую Хабанеру и ее дочек. Наруто подхватил уставших девочек на плечи и отобрал пакеты у Кушины. «Здравствуйте, Кушина-сан», – сказал Наруто. «Наруто, я сама», – проговорила Кушина.
«Нет, я помогу», – сказал Наруто и пошел в сторону жилья. После он помог Хабанере приготовить ужин, на что Кушина удивилась, а еще через мгновение пришел Минато. Все поужинали и разошлись по комнатам. Конечно, у Наруто не было личной комнаты, и он спал в гостиной. К нему приходили девочки и делали косички. Когда Саски видел такую картину, то сразу смеялся. Наруто выглядел как пес, который терпит инузуковских детей. В итоге девочки уснули по бокам мальчика, который тоже спал. Кушина, увидев эту картину, позвала мужа, который умилялся этому, как и Хабанере. «Он слишком добр к девочкам», – проговорила Кушина, положив голову на плечо Хокаге. «Согласен». Минато что-то хотел сказать, но решил промолчать. «Может, мы сможем уговорить его?» – спросила Кушина. «Возможно», – проговорил Минато. Минато и Кушина стояли так 10 минут и в итоге решили не мешать спать девочкам и Наруто. Так проходили еще 3 дня, а после Наруто и Саски съехали обратно к себе домой. «Наруто, как прошла неделя?» – спокойно сказал Фугаку. «Нормально», – устало проговорил Наруто. Прошло несколько лет, и теперь Наруто 13 лет. Он не решался сдавать экзамен на генина, потому что не хотел терять таких друзей, как Шикамару, Ками Узумаки, Ичиго Учиха, Арима Абурами, Шина Абурама. Саски тоже не собирался сдавать. И вот настал день экзамена на генина, который все друзья и еще некоторые сдали. Ирука сел перед детьми и стал перечислять команды. Команда номер 7. Саски Учиха, Менма Намикадзе, Сакура Харуна. Команда Какаши Хатаки, проговорил Ирука. «Черт», – тихо сказал Наруто. Команда номер 8. Шикамару Нара, Ками Узумаки, Наруто Учиха. Командир Обита Учиха, проговорил учитель. «Наруто-кун и Шикамару-кун, мы в команде», – прокричала радостно Ками. «Хм», – кашлянул Ирука. После он объявил такие команды. 9. Хината Хьюга, Кива Инузука, Шина Абурами. Командир Юки Куринай. 10 команда. Арима Абурама, Ичиго Учиха, Ина Яманака. Командир Асума Сарутоби. 11 команда. Чоджи Акимичи, Рами Яманака, Чара Нара. Командир Кору Нара. «Интересненько», – прокомментировал Наруто. «Ура! Я с моими друзьями!» – кричала Ками. Наруто очень изменился, у него были очень длинные волосы, как у Мадары, он очень высокий, а особенно его отличала черная одежда и красная повязка на левый глаз, а на правый глаз он создал иллюзию. У него было много фанатов. Кстати, Хината на самом деле наблюдала за Менмой. Насчет Мадары, многие шиноби считают Наруто реинкарнацией Мадары. Сам Хирузен, который управлял подразделением Анбу, подметил это. Саски тоже изменился. Длинные волосы, как у Хаширамы, и высокий рост. Эти двое считаются красавчиками всей академии. Команды 7 и 8 ждали своих командиров. Сакура любовалась Саски. Саски разговаривал с Менмой. Ками, как и Сакура, любовались Наруто, а Наруто разговаривал с Шикой, делая вид, что не заметил взгляда Ками. Вдруг в класс зашли 2 мужчин и 1 девушка маленького роста. «Вау, Какаши, Обита, смотрите, какие у вас крутые команды!» – прокричала девушка. «Опаздываете?» – сказали Наруто и Саски со злой аурой, что испугало Аками и Сакуру. «Ладно, здравствуйте, Какаши-сенсей, Обита-сама и Рин-сама», – проговорил Наруто. Какаш, почему он тебя назвал сенсеем?» – спросил Обита. «Я его из Саски обучал техникам Райтона», – проговорил Какаши. «Интересно. Ты же Наруто Учиха?» – спросил Обита. «Да. А это Ками Узумаки и Шикамару Нара», – проговорил Наруто. «Какаш, у меня крутая команда. У меня и стратег, и атака, и поддержка, и медик. Все в одном», – сказал Обита с улыбкой полной счастья. «А у меня атака и медик. Ну или поддержка», – сказал Какаши. «Ой, какой ты симпатичненький», – прокричала Рин и побежала обнимать Наруто. «Обита-сама, успокойте свою девушку», – прокричал Наруто, пока Рин обнимала его. «Ха-ха-ха!» – заржали все, кроме Наруто. «А если я вас начну лапать, то вам будет приятно», – с угрожающим тоном проговорил, что даже всех передернуло. «О, извращенец!» – прокричала Рин и спряталась за широкую спину Обита. «Ладно, выходим», – сказал Обита.
Команда 8 и Рин шли к лицам Хокаге. Наруто любил сидеть на лице первого. Он сам не понимал, может они как-то связаны, а может вообще родственники. Наруто не знал родителей. Единственное, что он знал, это что он из клана Узумаки и как его зовут. Но все изменилось 9 лет назад, когда семья Учих приняла лисенка. За эти 9 лет его характер изменился. Он стал хладнокровным. Это распространяется только на врагов, серьезным и очень безразличным, но такие качества, как доброта, любовь к близким и душа компании, остались. Ну, давайте, расскажите о себе. Немного заикаясь, сказал Обита. У Обита не было учеников, а тут их 3. Меня зовут Ками Узумаки. Мое хобби – писать и создавать печати. Люблю всех близких, а не люблю предателей и крыс. Ками очень маленького роста, и ей это немного не нравится. Телосложение, как и у Сакуры, волосы красные, а глаза голубые. Насчет ее характера, она вспыльчивая, добрая, позитивная, любит узнавать про все, а любит, вы сами знаете. Меня зовут Шикамару Нара. Хобби – спать. Люблю, когда меня не трогают, а не люблю, когда кричат. Шикамару высокого роста и хорошего телосложения. И вроде бы девочки должны любить такого красавчика, но из-за характера Шика все так, как есть. А сам Шика не против. Меня зовут Наруто Учиха. Люблю читать, не люблю моральных уродов. А хобби забыл. Хобби тренировать кого-то. Обита после услышанного встал и посмотрел на Рин, которая с интересом слушала всех. «Все, вы теперь в моей команде», – сказал Обита. Обита решил не проводить испытания для учеников. А смысл? «Завтра встречаемся у резиденции», – сказал Обита и исчез, как и Рин. «Нару, пошли погуляем», – мило сказала Ками. «Ладно, пошли», – сказал Наруто и подхватил девушку на руки. «Пока», – проговорил Шика, и уже через секунду Наруто и Ками не было. Наруто с большой скоростью бежал в Ичираку. Это было любимое место Ками. Ками заказала порцию рамена, а Наруто посмотрел на полупустой кошелек. Ками ела быстро и неуклюже, Наруто просто общался с дедулей. Вдруг из-за выхода начали виднеться 2 фигуры. Это был Хокаге и какой-то мужчина с длинными белыми волосами и полосками на щеках. «Минато, как идет обучение Менмы?» – прокричал Джирайя. «Хорошо, но можно немного потише», – нервно сказал Минато. «Да ладно тебе, эй, можно 2 большие порции рамена», – орал веселый старик. «Наруто?» – удивленно спросил Минато. «Да», – вопросительно ответил Наруто. Ками была в шоке от того, что Наруто знаком с Хокаге. «Наруто?» – переспросил дед. Минато начал знакомить Джирайю и Наруто. Джирайя, его зовут Наруто Учиха. Наруто, его зовут Джирайя, проговорил Минато. «Ух ты ж, я думал, что только вы назовете своего ребенка Наруто». Последние слова Джирайя грустно проговорил. «Простите, но мы пойдем, чтобы не мешать вам», – сказал Наруто и подхватил Ками, а после вышел из Ичираку. Наруто все эти года искал информацию о родных и узнал, что Минато – его родственник, который наплевал на мальчика. То есть он не узнал, что Минато его отец, но он узнал, что они родственники. Наруто стал избегать встречи с Хокаге. Наруто проводил Ками до дома и ушел в квартал Учих. Его не ненавидели, но боялись. Все учихи боялись возвращения Мадары. И вот он уже в своей комнате и лег спать. 3 часа ночи. Наруто всю ночь ощущал боль в глазах, отчего он не мог уснуть. И вот боль прекратилась. Перед Наруто стоял темный силуэт. «Эй, тюремщик! Решил сдохнуть?» – закричал силуэт. «Ты о чем?» – немного тупо спросил Наруто. «Ты потерял большую часть крови. Я еле как смог остановить кровотечение. И самое удивительное, что кровь вытекла из глаз», – объяснила тень. Наруто промолчал. «Надеюсь, ты не Учиха?» – злобно спросил силуэт. «Я Учиха, но моя бывшая фамилия Узумаки», – проговорил Наруто. «Знаешь, я сам не в восторге, но мне надо пошариться у тебя в голове, чтобы узнать о глазах», – сказала тень и исчезла. Наруто проснулся весь в крови. Пошел в ванну, умылся,
убрал грязное белье и отправился к назначенному месту встречи. Наруто думал о ночи, и вот он видит пустое место. Задание. Наруто ждал свою команду. Первой пришла Ками, вторым пришел Шика, а третий – Обита. «Обита-сенсей, невежливо приходить позднее всех. В первый же день», – сказал Наруто. «Простите, мне пришлось весь дом убирать. Сегодня вся команда 7 собирается у меня дома. И Кушина», – проговорил Обита. «В этот раз прощаю», – сказал Наруто. Он знал, что Кушина страшнее дьявола, когда злится. Неделя команды 8 началась с легких миссий, примерно таких: поймать кота, прополоть огород и так далее. Обита пытался уговорить Хокаге, но слово Хокаге закон, а Наруто было плевать на задание, главное натренировать командную работу. Обита это замечал, отчего он улыбался. И вот настал день, когда все изменилось. Команда 8, вы отправляетесь в скрытую деревню Алых Облаков. Вам нужно сопроводить 3 людей. Их зовут Сасори, Дейдара и Кисами. Да. Они нукинины, но стали личными помощниками троицы, проговорил Минато. Ками прыгала от счастья. Наруто задумался. Почему детей отправили сопровождать нукининов? А Шикамару просто задумался. «Мы беремся за эту миссию!» – прокричал Обита и схватил листок бумаги. После Обита приказал собрать вещи, и встреча будет у врат Канохи. Наруто просто взял книгу и несколько кунаев. Кунаи непростые, они выглядят как лык, ну и одежду. Ками взяла не только оружие, а и одежду с едой. Шикамару, а что Шикамару? Взял еду, питье, оружие и, конечно же, книгу. Вот они. Пришли и видят сенсея, который прыгает от счастья. «Команда, отправляемся!» – громко сказал Обита, и мы вышли за ворота. Наша команда отправилась. Мы бежали достаточно быстро, так как верхними путями можно добраться за 3 дня. Первый привал. У костра сидели 3 человека, а 4-й ушел набирать ветки. Этим человеком был Наруто. Наруто шел и обдумывал все планы. Им завтра нужно продумать все досконально, а особенно встречу с главой деревни. Наруто знал, что Нагата – Узумаки, и то, как Нагата относится к Узумаки. Да, Наруто думал вернуть фамилию Узумаки, но не Узумаки приняли его, а Учихи. Он не питал ненависти к Узумаки, но и не считал их семьей. Вдруг из кустов вылетело 3 куная, но Наруто смог увернуться. Из кустов вышло 3 человека. Первый был в фиолетовой куртке, и на лице у него были бинты. Второй выглядел обычно, но Наруто увидел отверстие в рамках пацана. Третья была девушка, у которой было кольцо на правой руке. Я погляжу, что Генин один гуляет посередине леса», – проговорил в бинтах. «Ты решил его убить? Я в деле», – сказал с отверстиями в руках. «Мальчики, не торопитесь», – сказала девушка со зловещей улыбкой. «Я не советую нападать на меня», – проговорил Наруто. Вдруг Наруто заметил сгусток чакры в руках первого и быстрым движением оказался позади того. Забинтованный выпрямил руки и пустил ультразвук в Наруто, от которого и след простыл. И вдруг бинтованный почувствовал адскую боль в правой руке. Посмотрев на нее, он увидел пустоту. Руки нет. Второй увидел это и использовал сверхрежущие воздушные волны, но не успев среагировать, как у него взорвались руки, а девушка от испугу не стала ничего предпринимать, что и спасло ее. Через мгновение Наруто появился перед ними с рукой первого. «Может, закончим?» – сказал Наруто и уронил руку Досу. На весь лес были слышны крики 2 подростков. На эти крики пришли остатки команды 8 и увидели, как Наруто с презрением смотрит на 2 мальчиков, а девушка забилась в корни дерева, пытаясь спрятаться. «Наруто, что это значит?» – громко сказал Обита. «Эти генины напали на меня, и в цели обезвреживания я повредил руки 2 из них, а девушка не нападала на меня, и это значит, что я могу ее не трогать». Хладнокровным голосом проговорил Наруто. В этот момент девушка Звука и команда номер 8 успокоилась. В итоге прибыли Анбу и забрали троицу. «Наруто,
Можно было и не отрубать одному из них руку, разочарованно проговорил Обита. Сенсей, вы думаете, что я без всякой причины отрублю руку человеку? Если бы я не отрубил руку, то он бы попал по девушке. И насчет второго. Он сам неправильно использовал технику. Я всего лишь пробежал мимо него, сказал Наруто и пошел спать. Обита сидел и обдумывал слова Наруто, а после ухмыльнулся. Все же, Наруто, ты не настолько жесток к врагам. Прошло еще 2 дня. И вот Наруто с командой прибыли в деревню. 8-я команда отправилась к Нагата. «Заходите!» – крикнул женский голос из-за двери. Команда вошла и увидела девушку с синими волосами, парня с ярко-оранжевыми волосами и Нагато. «Здравствуйте, команда 8. Я рад вашему прибытию», – сказал Нагато. Обита пошел обсуждать миссию. Наруто ушел на улицу, а Ками с Шикой остались с Конан и Яхико. Наруто шел по очень красивым улицам. Он шел спокойно, непринужденно, будто бы сейчас мир остановится. Никто не собирался унижать или избивать мальчика, хоть часть этой деревни Нукинины. «Хей, Какуза, дай мне 500 рё!» – закричал мужчина с белыми волосами. «Хидан, надо экономить!» – закричал мужчина с зелеными глазами. «Блин, мы уже месяц не ели!» – заорал на всю улицу первый. «Как же ты задолбал! Возьми 50 рё!» – сказал второй, вытаскивая 40 рё. Хидан промолчал, после взял деньги и ушел. Какузу сидел и пересчитывал все деньги. Наруто после этой картины ухмыльнулся и ушел. Наруто уже направлялся к резиденции. Придя в резиденцию, он зашел в кабинет и увидел Конан, которая разбирает бумаги, Яхика, который разговаривал с Шикой и Ками, а Нагата разговаривал с Обита. Наруто подошел к Конан, взял одну стопку документов и стал писать. Конан удивилась и хотела что-то сказать, но Наруто поставил около Конан 10 бумажек. Конан посмотрела и поняла, что Наруто все правильно делает, и стала разбирать с ним документы. Яхика и Нагата смотрели на эту парочку. Наруто и Конан как будто начали на перегонки разбирать бумаги. Яхика подошел к Обита и Нагата. «Интересный малец», – проговорил Яхика. «Согласен, а из какого клана он?» – спросил Нагата. «Сейчас он Учиха, но в прошлом был Узумаки», – проговорил Обита, смотря на мальчика. «Почему он отверг клан?» – спросил Нагата. «Я точно не знаю, но когда ему было 4 года, его взяли под опеку Учихи», – рассказал Обита. Нагата подошел к Наруто, который разбирал последнюю стопку. «Наруто, можешь пройти со мной?» – спросил тихонько Нагата. «Да, могу», – ответил Наруто и последовал за Нагато. Шли они недолго. Они пришли на очень красивое озеро. «Наруто, почему ты отказался от фамилии Узумаки?» – задумчиво спросил Нагата. «А ты как думаешь? Единственный, кто меня принял, хоть как и оружие, но это Учихи, а не Узумаки, которые наплевали на меня. Разговор закончен», – сказал Наруто и ушел. Нагата опустил голову. Он понимал, почему мальчик ненавидит клан. Ему хотелось изменить мнение Наруто, но сделать это было очень трудно. Обита сидел на ветке дерева и обдумывал слова Наруто. «Господин Нагата, нам пора. Мы выполним миссию прямо сейчас», – проговорил Обита, на что Нагата кивнул. Миссия была легкой, и Минато наградил команду. Наруто очень быстро оказался в своей комнате, и вдруг из глаз потекла темная кровь. Боль была адская, но Наруто сдерживал боль. Когда кровь прекратила течь, Наруто умылся и лег спать, но на самом деле он ушел в подсознание. «Эй, Лис, ты где?» – кричал Наруто. «Не ори, придурок!» В ответ закричал Лис. «Мне повезло, что моя команда этого не видела, а если бы увидела, то меня в больницу положили бы», – серьезным тоном проговорил Наруто. «Знаешь, но у тебя глаза по типу похожи на Шаринган, но структура сама не та. Если Шаринган читает движение противника и копирует, то у тебя более странные способности, о которых я не слышал», – проговорил Кьюби. «Мне кажется, но я стал более агрессивным», – проговорил Наруто. «Я не знаю, как все это исправить, но я знаю, что в течение месяца в твое подсознание пытались ворваться. Причем это не человек», – сказал Лис. «Возможно, именно это провоцирует течь крови из глаз», – сказал Наруто. «Мне понадобится неделя на подготовку», – сказал Лис.
«Спасибо», – сказал Наруто и ушел из подсознания. Уже была ночь. Наруто гулял по ночным улицам Конохи. Джинчурики задумался. Вдруг он встретил красноволосого мальчика, у которого были большие круги под глазами. От пацана чувствовалась аура смерти. Наруто встал перед парнем. «Песок, значит? Как тебя зовут?» Джинчурики Однохвостого – спросил Наруто. «Меня зовут Gaara, а тебя?» – переспросил Gaara. «Меня Наруто», – ответил Узумаки. В этой реальности мать Gaары жива, как и отец, они живут вместе. Вдруг позади Gaары образовались две фигуры, один парень и девушка. «Gaara, хватит уходить от нас по ночам!» – кричала блондинка с огромным веером за спиной. «Gaara, мы тебя искали!» – сказал высокий парень с костюмом кота. «Прощай, Наруто», – сказал Gaara и ушел к своим. Наруто увидел, как блондинка гладит спину Gaары, а парень взъерошил красные волосы Джинчурики. Наруто не стал терять времени и ушел на 8-й полигон. В доме Минато. «Минато, я слышал, что твой сын участвует на экзамене на Чоунина, как и мой», – весело проговорил Казыкаги. «Это правда, Раса», – ответил Минато. «Его зовут Менма?» – спросила жена Казыкаги. «Да», – ответила Кушина. Семьи Хокаге и Казыкаги очень сдружились, что даже подписали альянс с друг другом. «А кто такой Наруто Учиха?» – спросил Казыкаги. «Он Джинчурики Девятихвостого», – грустно проговорил Минато. «Я так и думал», – проговорил Казыкаги. «Значит, приедет Райкаги?» – спросил Минато. «Да, но я думаю, что он хочет устроить нападение на тебя. И еще. Недавно деревня Звука начала подозрительные движения, в том числе и сбор войск», – прокомментировал Казыкаги. «Недавно один из генинов моей деревни схватил троицу генинов Звука. У одного взорвались руки, а у другого нет одной руки, только девушка осталась цела», – грустно проговорил Минато. «Интересно, конечно, но нам пора», – сказал Казыкаги и ушел из дома Хокаге. Минато сидел и обдумывал все услышанное, и особенно поступок Наруто. Минато рассуждал о Наруто и в итоге пошел спать. Наруто пошел домой и лег на кровать. Спать ему не хотелось, но и бегать как-то не то. Наруто смотрел в потолок и думал обо всем на свете, и он уснул. Бывший Узумаки стоял перед вратами, которые не пускали Наруто дальше, но не сегодня. Наруто прошел через врата, и он увидел себя, но двойник был совсем другим. Белые волосы, голубые, простые глаза и очень бледная кожа. Ты все же смог пройти через врата», – сказал веселый двойник. «Ты кто?» – спросил Наруто. «Я? Я – это твои чувства, особенно плохие», – проговорил двойник. «Зачем ты истязал меня все это время?» – серьезно спросил Наруто. «Знаешь, я ничего не делал. Хоть и хотел бы убить тебя, ты сам себя убиваешь. Я всего лишь чакра, а ты реальный человек. Или лучше сказать, хотя тебе рано знать», – ответил двойник с ехидной улыбкой. «О чем ты говоришь?» – кричал Наруто. «Все, тебе пора», – сказал двойник. Наруто проснулся в холодном поту. Наруто оделся, умылся и пошел в Ичираку. Наруто увидел две фигуры. Это была Мина и Акими. Наруто подсел к ним. «Брать с Наруто?» – спросила Акими. «Брать с Наруто!» – громко сказала Мина и обняла Наруто. «Девочки, заказывайте, я оплачу», – сказал Наруто с лучезарной улыбкой. Девочки заказали больше 20 порций, отчего Наруто улыбнулся. Акими и Мина ели рамен, пока Наруто наблюдал за этим. «Девочки, наелись? Я могу еще заказать», – сказал Наруто. «Я больше не могу», – икая проговорила Мина. «Я тоже», – еле как проговорила Акими. Наруто оплатил за порции и взял девочек на плечи. Наруто шел к дому Хокаге. «Наруто, почему ты больше к нам не приходишь?» – немного грустно спросила Акими. «Времени мало, но вы можете приходить ко мне в любое время суток», – весело сказал Наруто. «Спасибо, брать с Наруто», – закричала Мина. Наруто дошел до порога дома и спустил девочек. «Пока», – сказал Наруто и пропал из виду.
Девочки пришли домой и увидели раздраженного брата. Все это время Менми поручали мелкие миссии. На кухне стояла Кушина, которая готовила обед. «Девочки, где вы были?» – спросила Кушина. «Я и Акими пошли в Ичираку. Мы увидели Наруто, и он нас накормил 20 порциями, а после он проводил нас до дома», – рассказала Мина, на что Акими хлопнула рукой лицо. «Господи, вы так Наруто банкротом сделаете. Ладно, садитесь за стол», – сказала Кушина с ехидной улыбкой. «Мама, можно мы не будем есть?» – спросили девочки. «Нет», – сказала Кушина и посадила девочек за стол. Обед был сложным для девочек, а когда обед закончился, то девчонки ушли спать. Наруто шел не домой, а на источник. Наруто сидел и отдыхал на источнике, и вдруг пришел тот самый старик. «Вроде его звать Джирайя», – подумал Наруто. Джирайя встал у стены и наблюдал за женской стороной. Наруто решил не мешать старику веселиться. Спустя 10 минут Джирайя залез в источник. «Тебя же Наруто звать?» – спросил Джирайя. «Да», – ответил Наруто. «Я слышал, что ты очень талантливый генин», – проговорил старик. На что Наруто промолчал. А ты бы не хотел стать вторым учеником великого жабьего санина Джирайи?» То ли спросил, то ли сказал Джирайя. «Простите, но у меня другой призыв. Экзамен на Чоунина. Простите, но у меня другой призыв», – сказал Наруто. «Какой же?» – удивленно спросил Джирайя. «Змеи», – сказал Наруто и вышел из источников. Джирайя хотел спросить Наруто, не знает ли Наруто Орочимару, но не успел. Наруто быстро оделся и пошел к резиденции Хокаге. Там Обита будет ждать 8-ю команду. Наруто, как всегда, прибыл раньше всех. Вдруг к Наруто подошел Менма. «Эй, что ты тут делаешь, выскочка?» – спросил Менма. «Я хотел спросить тебя, пустоголовый», – в ответ сказал Наруто. Так они и общались, пока их команды не пришли. Команда 8. Вы будете участвовать на экзамене на Чоунина, как и команда 7, проговорил Обита, показывая на бланк. Вся команда 8 подписала его. После такую же речь проговорил Хатаки, а после этого вся команда 7 подписала бланк. «Ладно, вам уже пора. Через 40 минут начнется первый этап», – сказал Какаши, а после 7-я и 8-я команда убежали. Наруто был быстрее всех и прибыл к месту за 10 минут. После за ним прибыл Саски за 11 минут, а еще Менма за 12 минут. Потом прибыли остальные, и они вошли в здание. Команды 7 и 8 не стали тупить насчет комнаты и сразу пошли в нужную. Там было слишком много команд. Наруто заметил парня с красными волосами, от которого чувствовалась чакра Биджу. В прошлой главе рассказывалось, что в этой вселенной семья Гаары вместе, то есть мать Гаары жива. Наруто стоял и высматривал противников. Вдруг он почувствовал чей-то взгляд. Наруто резко повернул голову и увидел 9-ю и 10-ю команду. Они немного поболтали, и пришел один экзаменатор. Морина Ибики, так его звали. Экзаменатор предупредил всех о сложности экзамена и выдал листки. Наруто быстро справился с тестом. Ему не приходилось помогать своей команде, так как Шика и Ками были умны, как и Наруто. Менма написал больше половины, а Саски 80% из 100. И вот наступил момент 10-го вопроса. И вдруг Ибики предупредил о правиле 10-го вопроса. Так, теперь 10-й вопрос. Если вы не сможете ответить на него, то вы больше не сможете сдать экзамен на Чоунина. Но если уйдете сейчас, то сдадите в следующем году, сказал Ибики. В аудитории были выкрики участников. После нескольких минут осталось 20% из 100, то есть 20 команд. Как и в оригинале, это была всего лишь проверка, и через тот же миг появилась Анко. Наруто почувствовал от нее призыв змей, на что Наруто заулыбался. Анко почувствовала от Наруто то же самое и кинула в того 3 сюрикена, которые Наруто отбил быстро. «Пацан, как тебя зовут?» – потребовала Анка. «Наруто Учиха Анка-сан», – сказал Наруто. Анка хотела что-то сказать, но передумала. Она сказала последовать за ней, на что все согласились. И вот команды стояли перед лесом смерти. Анка решила отойти с Наруто подальше от остальных.
«Орочимару, ты меня не проведешь!» – кричала Анка на Наруто. «Я не знаю, о каком Орочимару вы говорите, но я Наруто!» – съязвил Наруто. «Откуда у тебя призыв змей?» – снова потребовала ответ Анка. «Несколько лет назад я решил уйти в свободный призыв, и вот», – сказал Наруто. «Ладно, пацан, возьми вот эту змейку. Если ты увидишь человека в змеиной чешуе или огромную змею, то отправь змейку ко мне», – серьезно сказала Анко и передала змейку. Наруто взял змею и пошел к своей команде. В руках Шикамару был свиток воздуха. На этом этапе командам выдают свитки воздуха и земли. Командам нужно забрать у какой-либо команды противоположный свиток и прийти к башне. Вот начался этап. Наруто сразу направил команду в сторону 7-й команды. Ему помогала Ками, которая была идеальным сенсором. Шика придумал план, а Наруто проводил план Шикамару в исполнение. Вдруг перед ними появилась команда Облака. Наруто остановился. «Эй, вы! Какой у вас свиток? У нас земля!» – кричал глава команды. Наруто не стал разговаривать с ними и быстрым движением вырубил главу. Вдруг из-за листьев появились кунаи. Наруто поймал все кунаи, а того, кто кидал, вырубила Ками. Шикамару поймал третьего в тень и быстрым движением вырубил. Наруто взял свиток и передал Шикамару. Ками убрала генинов вглубь корней, чтобы их не съели хищники, и команда продолжила путь к 7-й. И вот они видят 7-ю команду и 3 знакомых Наруто. Они увидели, как Саски страдает от чего-то, а Менма в отключке, только Сакура стоит на ногах. И вот один парень решил атаковать Сакуру, как вдруг появилась Ками и забрала Сакуру от атаки. Шикамару поймал девушку тенью, а Наруто подхватил Саски и положил рядом с Менмой. Наруто отряхнулся и повернул голову к звуковикам. У одного появился страх в глазах, а у другого ярость. Не успев ничего предпринять Досу, как вдруг он понял, что он не двигается. Он боковым зрением увидел напарника, который лежал без сознания, как и девушка. Наруто сфокусировал атаку в голову Досу, отчего тот поймал молодое дерево. У шиноби с деревни Звука оказался свиток земли, а у 7-й команды воздух. Не став ждать восстановления Саски и Менмы, 7-я и 8-я команды направились к башне. Они дошли до башни за 6 часов. Из-за Саски и Менмы, которые не просыпались, прошло еще 1 час, и Саски с Менмой проснулись. А вот только у второго появился 3 Томоэ. Наруто начал расспрашивать Саски о случившемся. Саски рассказал о человеке-змее, который чуть не убил Саски с Менмой. Наруто быстрым движением отправил змейку Канка, а сам выслушивал детали сражения. После как команда 7 отдохнула, все они вошли в башню. Там они увидели Хатаки и Обита. Они объявили, что те прошли этап, и теперь им нужно ждать. Следующими пришли Песок и остальные коноховцы. Команда Звука не смогла пройти этап. Когда все собрались, то Хокаге начал речь, в которой он объяснил все детали 3-го этапа. Он предупредил о том, что 3-й этап начинается через месяц. После речи все разошлись. «Ками, тебя угостить?» – спросил Наруто, смотря в кошелек. «Ну, если можно», – тихонько проговорила Ками. «Тогда идем», – сказал Наруто и схватил ручку Ками. Шли они недолго. Они пришли в Ичираку рамен. Вот Наруто поел и посмотрел на Ками, которая еле как ела. «Ками, что случилось?» – спросил Наруто. «Ничего, просто я подумала, что я не нужна вам. Шикамару гений стратегии, ты идеальная атака и поддержка. А я…» – грустно проговорила Ками. «Ками, ты отличный медик, сенсор и поддержка. Я очень рад, что ты в нашей команде. И тем более, ты единственная девушка моего возраста, которая мне нравится», – сказал Наруто. Наруто понял, что он сказал в конце, и решил извиниться, но не успел. Ками прижалась к Наруто и стала плакать. Единственное, что Наруто мог сделать, это гладить красные волосы девушки. Так прошло 5 минут, а после Ками уснула. Наруто оплатил за ужин и понес девушку к ней домой. Наруто испытывал какие-то чувства к девушке, но он думал, что это влюбленность, и это скоро пройдет. И вот Наруто стоял перед дверью дома девушки, и вдруг девушка проснулась. Она тихонько приобняла парня
и поцеловала в щеку. На что Наруто покраснел, а после девушка ушла. Наруто отправился домой, и когда пришел, он упал намертво. Месяц до третьего этапа. Наруто почувствовал адскую боль во всем теле, от чего упал. Наруто хотел двинуться, но боль ему не позволяла это сделать. Наруто ушел в подсознание. В этот раз лиса в клетке не было, а была черная чакра, которая доходила до колен. Наруто пошел вперед, и количество чакры уменьшилось. Наруто стоял перед девушкой его возраста. Она была красива, ее белые волосы были до колен, а его глаза были светло-голубыми. Наруто не успел промолвить ни слова, как девушка закричала на парня. «Глупец! Не смей уничтожать это тело! Понял?» – кричала девушка. «Ты кто? И где я?» – начал допрос Наруто. «Мы с тобой уже встречались недавно, Наруто. Меня зовут Мия. Ты находишься в моем пространстве, в котором мои возможности безграничны», – объяснила Мия и стукнула в лоб парня. Вдруг Наруто проснулся, он уже лежал на кровати. Видимо, Итачи услышал, что Наруто упал, и отнес того до кровати. Наруто почувствовал боль в глазу, и он решил подойти к зеркалу. Вместо левого красного звериного глаза появился рисунок цепей. Наруто решил попробовать использовать его, но из глаза потекла кровь. Наруто потерял контроль тела. Тело написало кровью на зеркале: «Не смей использовать левый глаз, иначе умрешь», а после тело вернулось, как и левый глаз. Наруто хотел спросить Кьюби, но не смог. Он подошел к кровати и лег спать. Проснувшись, перед собой Наруто увидел маленькое, милое личико девочки, которую Наруто не знал. Та девочка отпрыгнула от Наруто и ушла. Наруто встал и увидел письмо, в котором написано: «Наруто Учиха, Хокаге зовет вас». Наруто оделся и направился к Хокаге, а перед этим он увидел 3 девочек одного возраста, как и Мина с Ками. Наруто прошел мимо их. Единственное, что подметил Наруто, это внешность детей. У первой были ярко-красные волосы, голубые глаза и бледная кожа. У второй были черные, как пепел, волосы и такие же черные глаза. А третья была блондинка с зелеными глазами, как изумруд. Одна из девочек была в комнате у Наруто. Наруто вышел на улицу и увидел парнишку, который тренировал броски сюрикенов. У него были белые волосы, а самое удивительное – это Бьякуган, который был белый. А около парня стояла девочка, которая выглядела как Хината, и у нее был Бьякуган. Девочка увидела парня и немного расцвела в улыбке. Наруто не увидел этого и прошел, а через 10 минут этого не было видно. Наруто пришел к Хокаге и постучался в дверь. За дверью послышалось: «Войдите!» И Наруто вошел. Минато расцвел в яркой улыбке. «Наруто, прости, но твоя миссия – позаботиться о 7 детях», – тихонько проговорил Минато. «Я вам что, нянька?» – прокричал Наруто. «Эти дети очень важных людей», – сказал Минато. «Каких?» – спокойно спросил Наруто. «Наруко Узумаки, дочь главы клана Узумаки. Ирика Сенджу, дочь Санина Джираи и Цунаде. Мина Иками Намикадзе, ты сам знаешь. Кай Хьюга, сын главы 2-й ветви Хьюга. Ханаби Хьюга, дочь главы 1-й ветви Хьюга. Касуми Учиха, дочь 2-й по важности семьи Учих. Твоя зарплата за выполнение 300 000 рё», – объяснил Минато. «Ладно», – проговорил Наруто. «Вот координаты дома и ключ от него. Вот это письмо. Открой около дома», – сказал Минато и продолжил разбирать бумажки. Наруто направился по координатам и нашел 3-этажный дом. Наруто хотел открыть дверь ключом, но оказалось, что дом открыт. Наруто вошел и увидел 7 детей. Ками, Мина, Ирика и Касуми читали книги. Наруко, Ханаби и Кай разговаривали о своем. Брюнет открыл письмо, в котором были все обязанности и срок, месяц. Наруто увидел дату и чуть не подавился воздухом. Он не ожидал такого от таких важных людей, но уже было поздно. Наруто снял верх, только оставив майку. Повязку не стал снимать, а волосы, которые отросли ниже спины, оставил. Он встал перед всеми.
Здравствуйте, меня зовут... Хотел что-то сказать Наруто, как вдруг на него напрыгнули Мина и Ками. «Наруто!» – кричали обе девочки. Наруто спокойно опустил девочек и продолжил. «Наруто Учиха, я ваш охранник. Вам не нужно со мной знакомиться. Я уже все знаю. Завтра я вас отведу в академию. После заберу к вечеру. Тренировки. И, конечно же, завтрак, обед и ужин. Все это на мне. Ладно, я пошел спать. Разбудите, если захотите есть», — сказал Наруто и остановился. «Второй этаж, правый коридор, левая стена, последняя дверь», — проговорил Кай. «Спасибо», — поблагодарил Наруто Кая. Наруто направился к себе в комнату, как вдруг обнаружил, что за ним идут Мина, Ками и Касуми. Наруто остановился и спросил: «Девочки, зачем вы идете за мной?» – спросил Наруто. «Простите, Наруто-сама, что потревожили, но мы решили показать вам вашу кровать», – спокойно сказала Касуми. «Наруто, мы живем с тобой в одной комнате. Двое Хьюг, Сенджу и Узумаки живут перед нами. Хозяин дома предупредил, что можно спать в 2 комнатах», – сказала Ками, на что Наруто вздохнул. После девочки показали кровать. Она стояла в правом углу, а слева от его кровати спала Касуми. «Ладно, я спать», – сказал Наруто и снял верх торса, на что девочки покраснели. Ками и Мина впервые видели Наруто таким, а Касуми стеснялась красавчика. Наруто посмотрел на лица девочек и немного посмеялся. «Девочки, не бойтесь, я не из таких», – сказал Наруто и лег на кровать. Спустя 5 часов Наруто проснулся. На улице вечер. Наруто пошел на кухню и увидел, как девочки пытаются что-то приготовить. Наруто подхватил 2 из них на плечи и начал объяснять, как готовить. Спустя 20 минут на столе лежал ужин. Пока Наруто мыл посуду, дети уже все съели. «Все наелись?» – спросил Наруто. «Да!» – прокричали все в комнате. Наруто ушел на задний двор, где можно практиковать техники. Он заметил, как на него пристально смотрят. Наруто все это время практиковал собственную технику «Покров темного лиса». Эта техника жрет половину чакры носителя. Сначала он использует огонь такой мощности, чтобы огонь был по всему телу. После этого он использует ветер, чтобы удержать броню, а молнии как атака и скорость. И вот Наруто использовал технику. Его тело охватывало пламя, а из пламени образовалась броня в виде лиса. Ханаби, Кай и Касуми, которые были отличными сенсорами, узрели очаг чакры парня. Он был огромен. Вокруг парня искрились огромные темные молнии, которые управлялись парнем с помощью ветра. Наруто создал Разенган и Чидори и соединил их. В итоге получился шарик, из которого выходили молнии, и вдруг на руках Наруто появились шрамы. Наруто развеял технику. Весь торс был без одежды. Наруто смотрел на небо, и все ребята увидели огромный шрам, который шел по спине. Дети решили все узнать завтра, а сейчас пойти спать. Наруто улыбнулся. На следующий день утром Наруто встал и пошел готовить завтрак. Через 10 минут на столе стояли 7 порций яичницы. Наруто позвал завтракать. Первыми пришли Хьюги, а затем пришла Сенджу, ну и за ней Учиха. И уже через 5 минут вышли Намикадзе и Узумаки. Дети смотрели на Наруто и что-то хотели спросить. Но Наруто их опередил. «Я буду вашим сенсеем на месяц. Я узнал, какие у вас стихии. Кай и Касуми, ветер и молния. Ирика и Ханаби, ветер и огонь. Нарука, Мина, ветер и огонь, а Акими, ветер и молния», — сказал Наруто. «Хорошо», — проговорили все и вышли из дома. Наруто оделся и вышел за ними. День прошел продуктивно. Наруто тренировал их, а те слушались. И так прошел месяц. Наруто натренировал детей до уровня слабого чоунина. Сам Наруто продолжал тренировки с покрытием. И вот, день, который разлучит детей с Наруто. Был уже вечер. Наруто убирал стол, пока дети спали на кроватях. И вот постучались. Наруто открыл, и перед ним стоял Хокаге и еще несколько человек. Минато отдал деньги, после чего родители собрали детей. Именно так закончился месяц для Наруто. Экзамен.
Наруто стоял перед избитыми Саски и Менмой, которые смотрели на Наруто с шоком. Наруто не понимал, что такое случилось. Он посмотрел на Мину и Акими, которые рыдали, смотря на парня. Наруто вдруг увидел меч в груди. И он проснулся. Голова парня раскалывается как орех. Наруто немного подумал и встал с кровати. Сегодня будет самый сложный день для генинов, так как сегодня последний этап экзамена на Чоунина. Наруто оделся, умылся и вышел на улицу. Погода была идеальная для сражения генинов. Яркое, теплое солнце, чистое небо и чуть-чуть влажный воздух. Наруто направился к арене, а пока он шел, он обдумывал тактику боя. Его больше волновали 5 человек: Саски, Gaara, Неджи, Рок Ли и Менма. Для Наруто эта пятерка представляет большую угрозу, а особенно Gaara. Пока Наруто все обдумывал, он уже пришел к огромному стадиону. Он увидел, где стоят 11 человек. Он подошел к ним и услышал крики и хлопки вокруг себя. Он увидел, сколько человек наблюдает за генинами. Наруто увидел своих учеников и семью учих. Вдруг он услышал голос Минато, который объявил о начале 3-го этапа экзамена на чоунинов. Появилось огромное табло, на котором написано «Канкура против Тентен». Все, кроме тех двоих, ушли на свободный балкон. Хокаге объявил начало боя. Первая атаковала Тентен своим чудным оружием. Канкура блокировал все атаки куклой, от которой отлетали сюрикены и кунаи, но вдруг клинки, которые были созданы позади Канкура, полетели обратно. Марионеточник еле как смог отбить атаку второй куклой. Тентен немного расслабилась, как вдруг позади нее появилась кукла, но Тентен с легкостью сломала ее. Из другой куклы, которая стояла перед Канкура, вылетел дротик с огромной скоростью, что даже реакция Тентен не смогла поймать дротик. Через минуту Тентен упала, потому что ее мышцы прекратили работу. Когда Канкура объявили победителем, он вылил лекарство в рот девушки, и она встала очень быстро. Следующий бой я не буду озвучивать, Темари Шикамару, так как было одно и то же, как и в оригинале. Следующая пара Ками и Сакура. Две девушки вышли на арену. Бой начался с тайдзюцу. Сакура с помощью физической силы разрушала арену, а Ками с помощью стихии земли создавала ловушки. Вдруг позади Ками полетели сюрикены, которые Сакура выкинула при первом ударе. Ками не успела среагировать, и все сюрикены попали в нее. Сакура думала, что на этом все, так как на сюрикенах был парализующий яд. Но вдруг Ками распалась на грязь, на что Сакура отпрыгнула вверх, ожидая удара с земли. Но она была не права, удар прилетел с правой стороны стадиона. Сакура упала камнем на пол, а Ками еле как держалась на ногах, так как техники клона были реальными. Вдруг Сакура поднялась и замахнулась кулаком, на что Ками повторила действие, и они друг другу врезали с огромной силы, отчего обе вырубились. Девочек забрали медики, а после на арену вышли Наруто и Gaara. Двое джинчурики стояли друг перед другом, они ждали, когда же начнут битву. Наруто подметил чакровой запас Gaara, отчего вздрогнул. Видно, Gaara мог управлять чакрой однохвостого. Наруто тоже собирался попросить чакру у Лиса, но уже как месяц от Кьюби не было вестей. В этом бою Наруто рассчитывал только на себя, и вот Хокаге объявил о начале боя и первым атаковал Gaara. Вдруг из-за спины Gaara полетели песочные сенбоны. Наруто не понял, откуда они вылетели, но все равно успел отбить их ветряным порывом. Только Наруто хотел просчитать действия наперед, как ему не дали 3 огромных сюрикена, которые летели позади Наруто. Наруто снова использовал стихию ветра. Брюнет рассуждал, как Gaara создает сенбоны и сюрикены из песка. Сначала он подумал на стихию ветра, но сразу отбросил теорию, так как не было сильного ветра вокруг песка. Вдруг брюнет вспомнил стихию однохвостого и сразу придумал план. Gaara все время стоял на месте, пока Наруто кружил вокруг красноволосого. Gaara не понимал, что делает брюнет.
Но вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный огненный шар, от которого Гаару спасла защита из песка. Наруто продолжал кружить вокруг Gaары и выпускать шары. Gaara не замечал того, что его песок плавится и превращается в стекло. И спустя 10 огненных шаров песок Gaары стал стеклом. Gaara это заметил только тогда, когда начал замечать стекло в песке. Пока он осознавал его глупость, Наруто полетел на Гаару с чакрой в руке, и через секунду Gaara отлетел в конец арены. Наруто еле как стоял на ногах, так как он использовал практически всю свою чакру. Когда Хокаге объявил о победе брюнета, Наруто упал. Наруто Учиху и Гаару забрали медики. Через минуту спустились на арену Саски и Менма. Бой начался в тайдзюцу. Саски по всем параметрам выигрывал Менму в тайдзюцу, но на самом деле Менма раскидывал и прятал особые кунаи, на которые можно было перемещаться. Когда Менма закончил, он отпрыгнул от Саски, а Саски в то же время повторил действия парня. Саски сложил печати, и изо рта вылетели 5 огромных огненных шара. Когда пыль рассеялась, Менмы не было. Саски стал рассматривать арену. Вдруг он увидел Менму, у которого в руках был Разенган. Учиха уже хотел увернуться, но вдруг Менма пропал. Саски не понял, куда же Менма снова пропал. А вдруг Менма ударил Саски сверху Разенганом, отчего Саски отключился. Через минуту Узумаки объявили победителем. Все поздравляли Менму, а особенно Кушина, Акими и Мина. Хокаге кивнул, и Менма ушел на балкон. Пока Саски сражался с Менмой, Цунаде восстановила силы Наруто, на что Джинчурики поблагодарил Санина. Следующие бои были нетрудные для Менмы и Наруто. Хоть Канкура был хорош в марионетках, но по скорости реакции он уступал Наруто, а Шикамару не мог схватить тенью Менму и тоже проиграл. И вот, черный и светлый лист стояли друг перед другом. Каждый из них понимал, что пощады не будет, и через секунду они боролись в тайдзюцу. Зрелище было красивым. Через секунду Менма отпрыгнул от Наруто и на лету исчез. Наруто не ожидал удара справа и получил 3 удара в лицо и еще 2 в живот. Наруто отлетел в стену, но он еще стоял на ногах, и Наруто решил начать серьезно сражаться. Вдруг брюнет покрылся покровом лиса. Менма, конечно, был удивлен, но не расслаблялся. Через секунду Наруто Учиха появился перед Менмой и ударом в живот ногой отбросил того в стену. Но Менма успел переместиться к Кунаю. Менма только хотел расслабиться, но ему снова пришелся удар в челюсть. Светлый лис снова переместился к Кунаю. Менма незаметно достал одну печать, а когда Наруто подошел, прилепил ее на шею парня. Брюнет не заметил действия и пнул Менму, но тот увернулся. Теперь Менма мог видеть перемещение чакры Наруто и мог уворачиваться. Прошло 5 минут, ни один из них не отставал. В итоге они стали перед друг другом. Вдруг в руках у Менмы появился Расенган, но он был особенным, в нем был футон. Наруто создал маленький Расенган в левой руке, а в правой Чидори. Наруто объединил техники, и он создал шаровую молнию. Менма и Наруто побежали друг на друга, и когда техники соприкоснулись, они отлетели по разным сторонам. Наруто еле как стоял на ногах, а вот Менма лежал. «Победил Наруто Учиха!» – прокричал Минато. Весь стадион ликовал. Какаши, Минато и Джирайя были в шоке. После этого Менму и Наруто забрали медики. Пока медики несли ребят, на стадионе раздался взрыв. Звук. Все гости уже собрались уходить, как вдруг раздался взрыв посередине арены. На месте взрыва стоял Рейкаге, который явно не просто так прибыл. Вокруг него стояли 10 шиноби ранга Джоунина. Минато и Раса не понимали действия Эя. Вдруг из ниоткуда появился Итачи. Лорды Каге, сейчас придет подкрепление. 3 организации Анбу сейчас прибудут. Тень Красной Ночи и Корень, предупредил Итачи.
Минато, их войско вокруг Конохи. Что нам делать? Вдруг появился Фугаку. Значит так, Итачи, берешь мои ханбу и идешь к воротам Конохи. Шисуи берется за правую часть, а Хирузан за левую, скомандовал Минато. Итачи и его команда направились к воротам Конохи, и одновременно Итачи выпустил 2 ворона с приказом Минато. Через секунду Минато и Раса стояли перед Эем. Райкаги вышел из круга шиноби и уже зарядился чакрой. Какаши, Обита, Рин, Гай, Юхи, Асума и Кору атаковали 10 джоунинов. Райкаги с большой скоростью полетел на Минато. Хокаге просто подкинул кунай в воздух и переместился на него. Когда Минато хотел ударить Эя Разенганом, он увидел черный штырь, от которого исходила чакра. Минато не смог вырвать штырь, так как Эй ударил Минато. Раса просто так не стоял. Он собрал огромный сгусток песка и стал управлять им. Через 5 минут Казыкаги и Хокаге стеснили Райкаги. После того, как Эй упал на землю, Минато выдернул штырь. Тем временем у Наруто. Цунада ушла лечить раненых на фронте и оставила Шизуну лечить парней. Шизуна ушла искать необходимое. Наруто проснулся и встал на ноги. Он еле как вышел из палаты и увидел, как какие-то шиноби несли Мину и Акими. Наруто последовал за ними, но из-за ран он еле как бежал. Так Наруто бежал, пока не догнал джоунинов и не вырубил их Расенганом. Девочки явно были напуганы ситуацией. Наруто только решил отступать, но позади он услышал звук. Он повернулся и увидел 5000-ную армию звука. Наруто подхватил девочек и решил бежать, как вдруг что-то в ноге его остановило. Это была кость. Наруто приказал бежать девчонкам, но те были в ступоре. Вдруг из ниоткуда появился Саски. Саски увидел Наруто, который был не в самом лучшем виде, и 2 девочек, которые рыдали. У Саски был выбор: либо спасти девочек и оставить Наруто, либо попробовать спасти всех, но звук атакует. Саски выбрал первое, через силу, и подхватил девочек, но через секунду в них полетел меч. Саски, Мина и Акими увидели перед собой Наруто, в котором был меч, и десяток костяных копий. Наруто еле как двинулся и тихонько стукнул Саски по лбу. «Прости, Саски», — сказал Наруто и упал замертво. Все внутри Саски перевернулось. Саски уже хотел убить того, кто убил Наруто, но его остановил еле как дыша Менма. Саски увидел лицо Менмы, и через секунду все 4 оказались в кабинете Хокаге. Саски побежал к Хокаге. Наруто лежал на земле, но еле как дышал. Он еле как дышал. Вдруг он уснул. «Наруто, отдай управление телом мне!» – кричала Мия на Наруто, который стал исчезать. «Нет», – сказал Наруто. «Наруто, ты дорог мне, дурень!» – кричала девушка и обняла Наруто. «Только поклянись, что не убьешь никого мне дорогого», – сказал Наруто и стукнул лоб девушки в знак согласия. «Да», – сказала Мия. Наруто умер. Орочимару только хотел вытащить меч, как вдруг воины меньше звания джоунина умерли. Орочимару посмотрел на парня, у которого в левом глазу был рисунок с цепями. Через секунду парень убил 2/3 войска Орочимару, и вот он около лица Орочимару, но он упал в реку. Змеиный Санин разозлился, но Кабуто уговорил Орочимару отступать, на что змей решился. Через 5 минут на том месте никого не было. Когда Саски забежал в стадион, он увидел расслабленных Каге и их подчиненных. «Хокаге, там, около реки, войско звука, там остался Наруто, спасите его», – попросил Саски. Минато приказал собрать войска и отправиться к тому месту. Минато увидел поле, кровавое поле, везде были трупы звука. Вдруг он увидел повязку и кофту Наруто, и он понял, чем закончилось это сражение. Далее следует повествование, также от лица автора, но уже за другого персонажа – Менма Намикадзе. Неделю спустя. Начнем сначала.
о грустном. Лучшие сенсоры деревни Листа не смогли обнаружить тело Наруто Учихи. После недели поиска Наруто Учиху признали героем деревни посмертно. Был недельный траур. Многие хоть и не считали Наруто за человека, но Учихи горевали по смерти одного из гениев клана. Минато хоть и не показывал, но он чувствовал вину за то, что не смог спасти девочек и Наруто. Саски пробудил Мангёку, после чего с братом ушли тренироваться на 3 года. Джирайя предложил Минато отдать его сына ему на тренировку, на что Минато согласился. 8-я и 7-я команды распались спустя 3 года. Перед воротами деревни Листа стояли 4 человека. Этими людьми оказались Джирайя, Итачи, Саски и Менма. Саски был рад видеть красивого, высокого Менму, который был рад видеть веселого Саски. «Менма, ну как тренировки?» – спросил Саски. «Я изучил столько техник Эра-сенсея», – сказал Менма с яркой улыбкой. «Эй, мелочь, хватит так меня называть при людях!» – орал жабий мудрец, на что Итачи улыбался. Через 10 минут 4-ка вошла в Каноху. Вдруг появилась Сакура. Сакура очень выросла, теперь она не выглядит так, как Абуза, а как Шиноби. Менма прошел мимо Сакуры и постучал по спине. «Ты же к Саске», – сказал холодно Менма и прошел мимо. Джирайя вспомнил свое время и пошел за Менмой. Саски не понял слова парня. «Привет, Саски-кун», – неловко проговорила Сакура. «Привет, Сакура, пойдем перекусим», – сказал Саски и пошел в сторону рынка. Сакура ушла за ним, а Итачи ушел спать. Этот день был обычен. Единственное, что выделило его, это встреча Менмы и Ками. Менма не понял, что позвал девушку на свидание, но Ками согласилась. На следующий день Минато ждал 7-ю и 8-ю команду. Через полчаса пришли все. «Ну что, теперь 7-я и 8-я команда. Объявляю вас одной командой», – сказал Минато. Обита и Какаши были не против, а вот их команды были удивлены. Ваша первая миссия. На территории АО был обнаружен огромный очаг чакры, то есть человек. Ваше задание – сопроводить команду Рин на их задание, которое строится на наблюдении, объявил Минато. Никто не был против, и через 5 минут все разошлись, кроме Ками и Менмы. Через 2 дня команды 7, 8 и Рин стояли у врат деревни. «Ну что, погнали?» – одновременно выкрикнули все и пошли к деревне Алых Облаков. В команде Рин были Акими, Мина и Кай. Путь, который они проходили, рассказывать нет смысла. Лучше расскажу о отношениях Мины и Акими к брату и Саске. Акими и Мина после войны оплакивали Наруто, так как он пожертвовал собой ради них. Единственные, кто мог понять их, стали Менма и Саски. Менма и Саски смогли помочь, и теперь Саски стал их братом. И вот команды пришли к месту назначения на 3 дня. Перед ними стоял человек в черной мантии и с маской волка. От него чувствовался огромный очаг чакры. Кай с помощью Бьякугана узрел почти бесконечный очаг, от которого шла страшная аура. «Кто у нас там прячется?» – спросил кто-то в пустоту. Вдруг команды почувствовали жажду крови от человека. «Решили, что я настолько глуп? Ребятки, я вам не советую на меня нападать». «Да? Джоунина Листа», – проговорил кто-то, явно показывая пальцем на джоунинов. «Ты кто такой?» – спросил Какаши. «Я? Я Кира. И я вас могу отпустить, если вы не решите атаковать», – сказал волк, как вдруг схватил руку Менмы, который все это время находился позади Киры. Вдруг волк откинул Менму в толстое дерево, но тот просто переместился обратно к команде. «Малыш, ты мне не по зубам», – проговорил волк. «Менма, перемести детей к Нагата, а затем вернись», – скомандовал Обита. На что Менма быстро исчез, как и девочки. Вдруг Какаши сложил печати, и из озера, который был неподалеку, вырвался огромный водный дракон и схватил Киру пастью. Киру унесло в скалу. Вдруг после волка осталась лава, и позади Обита появился Кира. «Хорошая попытка!» – заорал волк и ударил Обита по лицу, отчего Обита полетел в дерево, но его подхватил Саски. Волк уже хотел атаковать Какаши, но понял, что он не может двинуться. «Все, ты проиграл», – сказал Шикамару, выходя из кустов. «Черт!» –
орал волк. «Ты силен, но ты очень туп», – сказал Какаши. «А ты тоже не отличаешься от меня», – сказал волк и резко выдвинул руку к шее Джоунина, но… Вдруг все узрели, как человек в маске лиса схватил руку волка и откинул того в скалу, отчего волк не мог пошевелиться. «Волк, я же тебя предупреждал», – сказал хладнокровно лис и взял еле живого волка. «Я же велел тебе не привлекать внимания, а ты…» – продолжал говорить лис и ударил волка в живот. «Устроил сражение. Ладно, ты первый раз на миссии, но если еще раз ослушаешься меня, я тебе палец отрежу. А ты сам знаешь, что я способен это сделать», – сказал лис и отпустил парня. Все чувствовали ком в горле от жажды крови лиса. «Простите моего подчиненного». Не успел что-то сказать лис, как вдруг появился Менма и ударил Расенганом по руке лиса. Лиса откинуло недалеко, но вот его мантия разорвалась. «Я не знаю почему, но ты меня раздражаешь. Ладно, волк, уходим», – приказал лис и стал исчезать. «Стой, ты же…» – не успел договорить Саски, как вдруг волк и лис исчезли. Все стояли в полнейшем шоке. «Саски, что ты хотел сказать?» Немного не понимая, спросил Какаши. «Да ничего», – неуверенно проговорил Саски. Тем временем на базе у Рёки Кицуне. Лис прибыл на базу и сразу же ушел, оставив волка. Лис очень устал, так как ему пришлось не только сражаться с листом, а еще и со своим гневом. Лис лег на кровать в одежде и уснул. «Наруто-кун», – прозвучал женский голос в голове лиса. «Я – это ты». В кровати лежал седой парень, который просыпался от сна. Все его тело было изуродовано шрамами, но одновременно эти шрамы придавали ему красоту, а самый большой шрам был на груди. Лис встал с кровати и пошел к умывальнику. Его лицо было закрыто под черной маской, а его глаза были красными, как кровь. Парень быстро умылся и оделся. Когда он вышел, Лис встретил человека, которого он ненавидел больше всего. «Эй, Лис, я слышал, что ты избил волка на первой же миссии. Как так?» – задал вопрос человек в маске хамелеона. «Он сам виноват, а ты не влезай не в свое дело, хамелеон», – сказал Лис и пошел в зал. Посередине зала стоял огромный стол, около которого стояли 10 стульев. На каждом из них написаны были номера. Лис сел на 7-й стул, который обозначал силу человека. Через 10 минут все пришли, кроме волка. «Дракон, нам стоит показать место лису», – предложил хамелеон, который сидел на 8-м стуле. «Хамелеон, не зазнавайся», – сказал человек в маске тигра, который сидел на 9-м стуле. Дракон показал жестом руки, чтобы все закрыли рот. «Лис, сегодня на твое обучение пойдет Ласка, которую ты должен обучить», – сказал человек в маске дракона, который сидел на 10-м стуле. Дракон не стал ждать ответа и махнул рукой. Из-за двери появилась девушка маленького роста в маске Ласки. Лис встал и пошел к девушке и взял ее за руку и увел ее из комнаты. «А теперь», – начал диалог дракон. Тем временем у Лиса. Лис и Ласка вышли из пещеры, которая была хорошо защищена от лишних глаз. Лис рукой показал дерево, и они через секунду сидели на нем. «Меня зовут Юкина, а вас?» – спросила девушка. «Меня зовут Лис», – безинтересно сказал Лис. «Я имела в виду…» – не успела договорить, как ее уже перебили. «Это мое имя. 3 года назад я по какой-то причине потерял память», – серьезно проговорил Лис. «Простите», – проговорила Юкина. Лис задавал много вопросов Ласке, на что та отвечала. Так прошло 3 часа, после чего они пошли к себе, но не успев даже попрощаться, к ним подошел тигр. «Лис и Ласка, ваше первое задание – схватить сына Казыкаги, Гаару», – сказал тигр и ушел. Ласка быстро пошла в свою комнату собираться, а Лис через 10 минут запечатал все, что нужно. И вот, через 30 минут Лис и Ласка отправились на первое задание.
Тем временем в кабинете Хокаге. За столом сидел уставший Хокаге. Только недавно Какаши, Обита и Рин сообщили о встрече с Волком и Лисом. Хокаге ждал своего бывшего сенсея, который явно пялится на девушек на источниках. Вдруг кто-то постучался в дверь. Минато крикнул: «Входите!» И в кабинете стоял Джирайя. «Минато, что хотел?» – спросил старик лет 50. «Ты что-то знаешь про организацию Урёка Кицуне?» – спросил Минато. «Немного», – ответил Джирайя и стал рассказывать обо всем, что узнал. Он рассказал о самой организации и о 4 сильнейших из них. Ими являются Лис, Хамелеон, Тигр и Дракон. Извращенец рассказал про то, что у главы организации Риниган, как и у Нагата. Интересно. Кстати, как мой сын? Спросил Минато. Он гений, но только вот ему желательно научиться режиму мудреца, проговорил Джирайя. Тем временем Лис и Ласка решили переночевать в незнакомой деревушке. Лис заказал 2 комнаты, напарники разошлись по ним. Лис подошел к кровати и лег, не снимая одежду. «Завтра будет сложный день», – пробубнил себе под нос Лис и уснул. Он проснулся рано, но не стал надевать маску Лиса, а оставил черную маску, как у Какаши. Лис оделся и пошел к своей напарнице. Он постучал, но ему никто не ответил. Как только он прошел за порог, он увидел Юкина в нижнем белье, а та в свою очередь была как помидор. Лис решил не испытывать свою судьбу и вышел из комнаты. Через 10 минут вышла Ласка. Не успел договорить Лис, как получил пощечину. Они оплатили ночлег и направились в страну ветра за сыном Казыкаге. Они бежали 3 дня с передышками, но дошли до деревни Казыкаги. 3 дня до этого. Перед 4-м Хокаге стояли объединенная 7-я и 8-я команды. Команда 7 и 8. Вы должны отправиться в деревню Песка, так как в деревне неподалеку с Песком были обнаружены 2 человека в масках. Одним из них был Лис, а второй человек в маске Ласки. Ваша миссия – охранять семью Казыкаге и захватить цели в виде Лиса и его напарника, серьезно сказал Минато. «Хай!» – крикнула вся команда и вышла из кабинета. Какаши и Обита приказали подчиненным собраться и прийти к главным вратам Канохи. Через 30 минут команда 7 и 8 направились в Песок. Лис хотел купить 2 номера отеля, но ему сказали, что все занято, и только 1 остался. После услышанного Юкина покраснела, а Лис уже стал молиться. В итоге Лис спал в ванной, а Ласка в просторной кровати. Лис проснулся в каком-то помещении. Он лежал на полу, весь в воде. Когда Лиса подняли, то перед ним стоял он, только с черными волосами. «Привет», – сказал клон. «Это гендзюцу?» – спросил Лис у клона. «Нет, это твое подсознание», – проговорил брюнет. «Тогда кто ты?» – недоверчиво спросил Лис. Сложный вопрос». «Я – это ты», – сказал клон. «В каком смысле?» – не успел договорить Лис, как проснулся. Он умылся и надел одежду. Лис увидел, как его напарница спит, и решил не будить ее. Лис решил купить продукты. Пока Лис шел, он думал о сне, но его думы перебил голос девушки. Он повернул голову к источнику звука и увидел тех самых Джоунинов и Чоунинов, которые общались с 2 парнями и девушкой из Песка. Как вдруг к Лису повернулся парень, который разорвал мантию в первый день встречи. Немного смутился Менма, который стоял перед Лисом и рассматривал его. Лис притворился простым парнем, как вдруг. «Ты похож на одного знакомого», – проговорил Менма. Вдруг в сердце Лиса что-то ёкнуло. «Простите, я вас не знаю», – сказал Лис. «О, простите, а вы не хотите перекусить?» – немного неловко спросил Менма. «Не, сейчас придет моя девушка, и мы пойдем в ресторан», – сказал Лис и почесал затылок. Вдруг к Менме подошла остальная команда. «Все пусто. Менма, а кто это?» – спросил Какаши, смотря на Лиса. «А, кстати, как тебя зовут?» – спросил Менма, который явно ждал ответа. В этот момент Лис улетел в себя. Он не помнил своего имени, и всегда его называли Лисом. К Лису подбежала Юкина и дала тому щелбан. «Простите его зовут Ята, а меня Юкина», – мило проговорила девушка. «Ята, она твоя девушка?» – спросил Менма.
Юкина после услышанного покраснела как помидор. Лис немного приобнял ее, на что девушка еще больше покраснела. «Да», – спокойно сказал Лис. Какаши и Обита всматривались в парочку. Саски, Ками, Шика, Сакура и Сай смотрели на очень подозрительных людей, а особенно парень. «Ладно, нам пора в отель», – сказал Ята и пошел от места встречи, схватив за руку девушку. «Окей», – неловко сказал Менма. Спустя секунду Менма получил подзатыльник от Учихи. «Что ты творишь?» – громко сказал Саске. Саске, его глаза. Когда я увидел его, то увидел красные глаза, а когда подошел к нему, то глаза были нормальные, серьезно проговорил Менма. Саски после услышанного посмотрел на уходящего Ята. А он похож, длинные волосы, красные глаза. И вообще, он во всем похож на Наруто, проговорил Саски и опустил голову. Вдруг Ками побежала к Ята. Обита не успел остановить ее. «Наруто!» – тихонько проговорила Ками, смотря на Лиса. «Простите, я не Наруто», – сказал Лис. Но только он хотел уйти, как вдруг рука Ками была остановлена Лисом. «Не ври!» – кричала девушка со слезами на глазах. Лиса явно бесила попытка дать пощечину ему, но он сдерживал гнев. «Почему ты не вернулся? Я и Шикамару скучали по тебе, а особенно девочки. Почему ты нас бросил?» Кричала девушка, как вдруг у Ята образовалась убийственная аура. Лис стоял. Его явно раздражала девушка, как вдруг он схватил ее руку. «Слышь, я не знаю, кто такой Наруто, но еще раз таким тоном что-то скажешь, то я убью тебя», сказал Ята, который выпускал жажду убийства. Даже Юкина испугалась, так как первый раз видела его таким. А что говорить о Ками, которая еле как держалась на ногах от страха. Вдруг между Лисом и Ками появился Менма. Менма не ожидал такого от Ята. Лис схватил руку Юкина и быстрым шагом ушел. «Ты в порядке?» – спросил Менма. «Да», – испуганно проговорила Ками. Менма видел ее состояние и обнял ее, на что она прижалась к его груди. Ночь. Лис рассказал план Юкина. Первое. Юкина должна отнести печать, из которой вылетит дракон из молнии, который будет сигналом, а также ловушкой для шиноби. Второе. Клоны Лиса и Юкина будут на западе, севере и на востоке. Третье. После сигнала Юкина надо будет отступить на назначенное место. Четвертое. С вероятностью 70 из 100 команда Лиса разделится на 3 команды, и каждая команда проверит все стороны. Пятое. После того, как каноховцы уйдут, он вырубит одного из слуг Казыкаги. Шестое. Лис с помощью печати, которая парализует Гару, он схватит Гару и уместит печать. Седьмое. Он поменяет облик на шиноби песка и отправится к месту. И вот план начался. Лис уже стоял над спящим Гарой. Парень быстро прилепил печать. Теперь джинчурики Однохвостого у него в руках. Лис убрал тело Гары в печать и ушел из деревни. Тем временем у команды 7-8. Какаши, как и предполагал, разделил команду на 3 группы. Разделил так: Сакура, Сай, Какаши, Обита, Шикамару, Ками, Менма и Саски. И вот Менма прибыл на место, но там ничего не было. «Менма, ты прилепил печать переноса на Гару?» – спросил подозревающий Саски. «Да, но сейчас я не могу ее использовать, я не знаю почему», – сказал Менма. «Черт!» – громко сказал Учиха и побежал к дому Казыкаги, а Менма за ним. И вот, спустя 30 минут они на месте. Менма зашел в комнату Гары и не увидел его там. Лис бежал к месту, как вдруг почувствовал боль в правом глазу. Лис не смог устоять на ногах и упал. Лис пытался встать, но ничего не получалось. И тут он понял, что та печать, в которой был Гара, повреждена, и через секунду из нее появился Джинчурики. Но только вот он не мог двигаться. Лис только хотел вздохнуть, как вдруг около тела Гары появились Саски и Менма. «Не ожидал, лисенок?» – сказал Менма и ударом ноги отправил Лиса в озеро. Лис встал, снял мантию. Из-за того, что она была мокрой, Саски показал жестом, что он сам справится. Но тут Менма отлетел на 200 метров.
Саски посмотрел на Лиса, который выпускал огромную страшную ауру. Саски сразу активировал Шаринган, а потом Мангекё. «Снова вы мне мешаете. Как же вы меня задолбали!» Сказал спокойно Лис и резко пропал. Через секунду Лис был над Учихой и занес ногу. Саски еле как смог увернуться. Он встал в стойку и пустил 10 огненных шаров, на что Лис пустил 10 такие же шары, как Саски. Менма появился позади Лиса. «Вам не хватает опыта», — сказал Лис и схватил левую руку Менмы. Менма только хотел использовать Хирайшин, как вдруг услышал треск в левой руке. Лис сломал руку Менмы и откинул его на 30 метров от себя. Саски не стал стоять на месте и использовал Аматерасу, но Лис взял мокрую одежду и выставил перед собой. Одежда вспыхнула, но вот Лис нет. Саски только хотел создать Чидори, но в его правую ногу прилетел клинок с чакрой молнии, и через секунду Саски еле как стоял. «Да вы сильны, но вот опыта вам нужно подкопить», — только сказал Лис, как вдруг в него летит Розен Сюрикен. Лис понял, что от него он не сможет увернуться, и использовал правый глаз. По всему телу пошли черные печати. Вдруг Лис выставил руки и поглотил технику. Как вдруг снова в него полетел второй Розен Сюрикен, но вот тут он не сможет использовать технику. Лис уже хотел блокировать, как вдруг перед ним встала огромная каменная стена. Розен Сюрикен не смог пробить стену. Лис сразу понял, кто ему помог, и показал жестом отступать, на что в кустах кто-то побежал. Менма вытащил клинок из ноги Саски, после чего он смог двинуться. Саски увидел сломанную руку Менмы. Он только хотел сказать что-то, но его перебили. «Ну и ну, а вы, ребята, не так просты. Ну ладно, вас убить?» — сказал Лис, и по всему озеру распространилась жажда убийства. Вдруг он понял, что не может двигаться. Неподалеку к нему стоял Нара. Земля начинает разрушаться от ударов Сакуры, а Ками следила за движением парня. Обита подхватил Саски, а Какаши — Менму. Вдруг Шикамару отлетел в скалу. Ками и Сакура не поняли, как он это сделал, но через секунду они тоже отлетели. Обида приготовил правый Шаринган, а Какаши левый. Перед ним стоял Лис, который явно хотел перебить всех. «Копирующий ниндзя Какаши и неуязвимый ниндзя Обита», — сказал Лис и засмеялся. «Что смешного?» — спросил Обита. «Мне везет на неизвестных людей. А знаете, как меня зовут?» — сказал Лис. «Как же?» — переспросил Какаши. «Кровавый Лис», — ответил Лис. «Только не говори, что именно ты тот самый Кровавый Лис. Обита, будь осторожен. Он в одиночку убил 500 шиноби из разных стран, и не простых, а ранга Джоунина», — рассказал Какаши. «Ладно, мне пора. Я оставляю Гару на вас», — сказал Лис. И исчез. Печать. Лис исчез и появился около дерева Сакуры. Лис резко упал на корни прекрасной Сакуры. Теперь его глаз кровоточил. Из него хлынула кровь. Вдруг он почувствовал боль в руке и увидел черные волосы. Он только хотел потрогать линии, но рука вспыхнула фиолетовым огнем. Этот огонь никак не вредил ему, но вот только линии разрезали руку, отчего он чуть не кричал. Он хотел встать и подойти к воде, но не смог. Так он просидел 10 минут. Когда огонь и линии исчезли, боль прекратилась. Лис смотрел на места, где были печати. Он не видел шрамов, глаз явно прекратил кровоточить. Лис встал и снова упал к стволу. Он поднял голову и посмотрел на розовые листья Сакуры, которые падали на лицо парня. Он уснул. Лис стоял перед клоном. «Как ты?» – спросил клон. «Ты? Снова ты?» – сказал Лис и сжал руку. «Прости, меня зовут Наруто», – сказал Наруто и почесал затылок. «Это ты помешал убить их?» – спросил Лис. «Да, мне пришлось мешать циркуляции чакры и силе глаза», – ответил Наруто. Вдруг Лис быстро пошагал к Наруто и схватил за горло его, а глаза Лиса выражали гнев. «Я убью тебя!» – сказал Лис и занес руку, но тут «давай», – проговорил Наруто. «Почему ты так хочешь умирать? У тебя были пустые глаза».
сказал лис и отпустил клона. Потому что я исчез, и меня не было 3 года. Да, я расскажу тебе о себе, сказал Наруто и сел на пол. Наруто рассказал о всем, что случилось при его жизни. А теперь, как я смог выжить? На самом деле, мне помогла Мия, которая создала тебя. Она использовала мою чакру и мои чувства и создала вторую личность, а я вырубился. Я проснулся 2 недели назад, когда твой глаз впервые активировался, рассказал Наруто. А что дальше? Неуверенно спросил лис. 3 варианта. Первое. Я исчезну навсегда. Второе. Ты исчезнешь. Третье. Мы можем объединиться на время. Как добиться 3-го варианта? Спросил лис. Запечатай меня в левый глаз, которым я управлял при жизни, а после Мия сможет нас разделить, сказал Наруто с улыбкой. Лис показал на глаз. Спасибо, а теперь моя очередь, сказал Наруто и приложил ладонь к глазу. Вдруг боль в глазу скривила тело лиса. Лис проснулся от зова Юкина, которая рыдала. «Ты жив!» – крикнула девушка и обняла лиса. Лис решил не мешать Юкина и поглаживал волосы. Тем временем Какаши и его команда стояли и отчитывались перед Кадзикаги, который явно был доволен работой команды. «Ладно, нам пора, господин Кадзикаги», – сказал Какаши. Команда 7 и 8 отправились обратно в Коноху. Юкина отстранилась от парня. Она увидела линию, которая шла от левого глаза парня, и печать на руке. «Юкина, прости», – проговорил лис. «Ты о чем?» – спросила Юкина, не понимая. «Малая, я попрошу тебя, иди в Коноху и жди меня там. Мне нужно разобраться с одним человеком», – проговорил лис и начал исчезать. «Обещай мне, что ты вернешься!» – кричала девушка со слезами на глазах. Лис резко подхватил ее за талию и поцеловал Юкина в губы, на что она ответила взаимностью. «Я вернусь», – сказал лис и исчез. Тем временем в Конохе. «Джирайя, ты никуда не уйдешь, я не позволю тебе умереть!» – кричал Минато на Джирайю. «Минато, ты сомневаешься в моих силах? Да ладно тебе! Хоть у этого человека есть Рениган, но я, великий жабий мудрец, смогу одолеть его!» Начал выпендриваться Джирайя. «Ты даже не знаешь силу врага!» Я не хочу терять еще одного дорогого мне человека!» – погрустнел Минато. «Ты о Наруто? О герое деревни, который ценой своей жизни защищал ее?» – проговорил Джирайя, подходя к двери. «Не умирай!» – тихо проговорил Минато, на что Джирайя просто ушел. Лис был недалеко от границы ветра. Лису нужно было добраться до деревни Дождя, где он убьет главу организации Дракона. Спустя 2 дня. Джирайя добрался до деревни Дождя, в которой, по словам очевидцев, скрывается глава организации Дракон. Джирайя только хотел начать поиски, как вдруг на него напали 3 тела с ренеганами. Сражение Джирайи и Дракона описываться не будет, так как происходило одно и то же, как при битве с Пейном. И да, кто не понял, Нагата не стал использовать другие тела, а вот Дракон использует. Джирайя еле как стоял на коленях, его рука была оторвана, несколько ребер сломано, и сам Джирайя еле как держался. Фукасаку и его жена были на пределе, и вот только Дракон хотел прикончить Джирайи, как вдруг появился огромный Мизуки, который убил 2 тела дракона. Один был призывателем, а другой механическими. Когда змей исчез, Джирайя разглядел очертания спасителя. «Жаби-санин, теперь моя очередь», – сказал лис и направился к одному из тел дракона, который читал мысли. А вот только он не смог понять того, что Наруто отвлекал внимание, пока его клон напал на другое тело, которое оживляет мертвых. Джирайя только хотел помочь лису, но его остановил Фукасаку, который переместил Джирайя на гору Мьябоку. Лис стоял перед 3 телами дракона. Он знал все про них. Вдруг что-то приблизило лису к одному из тел, но лис вытащил катану и отрубил руку телу, спасая себя. «Где его настоящее тело?»
думал Лис. Лис только хотел использовать новую технику, как сразу понял, что что-то пробило грудь парня. Парень стоял с черным штырем в груди. Ему повезло, что не попало по сердцу. Вдруг еще один в левую руку, и еще один в правую ногу, и еще, и еще. Лис стоял как еж. Хоть Лис и смог защитить важные органы, но вот остальное тело пострадало. Вдруг в правом глазу появился рисунок. Лис с огромной скоростью подбежал к читателю мыслей и уничтожил тело. Вдруг в его руке появился фиолетовый ровный шарик, меньше кулачка, и как пуля полетела в того, который управлял гравитацией, но того спас поглотитель чакры. Так Лис старался попасть по гравитации, но его всегда спасал поглотитель. И так спустя 10 минут Лис выдохся. Вдруг он полетел в обратном направлении от гравитации и врезался в скалу. При ударе он сломал 4 ребра, левое плечо и шею. Лис не мог встать, и он ушел в подсознание. «Эй, молодой, а ну-ка, отдай-ка контроль мне», – серьезно сказал Наруто. «Окей», – еле как сказал Лис. Тела дракона только хотели добить парня, как вдруг он встал. Лис хрустнул шеей и левым плечом, как будто они не были сломаны. А вдруг он исчез? Тела искали его, но уже было поздно. Тело, которое поглощал чакру, уничтожилось. Осталась гравитация. Вдруг он начал замечать черный силуэт, который через 30 секунд нанес удар, от которого тело отлетело на 50 метров. Гравитация использовал технику, но она не сработала. Наруто использовал покров и избивал соперника. Через 10 минут тело было обездвижено. Наруто стоял и смотрел на прекрасное небо. Вдруг он отлетел на 100 метров от места. Наруто врезался в скалу, чем и разрушил ее. Через секунду в него полетело 20 ракет, на что он использовал огромный огненный шар, тем самым уничтожив ракеты. Наруто только хотел отскочить от места, как вдруг из земли вырвалось настоящее тело и схватило его за шею. Наруто отлетел вверх на 100 метров. Единственное, что смог сделать парень, это покрыться покровом. Так как он полетел вниз с огромной скоростью, он создал кратер огромный, размером с дом. Наруто немного стал подниматься, как вдруг снова полетел в настоящего дракона. Но вот незадача. Наруто создал в руке шаровую молнию и ударил по дракону, чем пробил ему грудь. Дракон отпрыгнул на 5 метров назад. Наруто увидел, как рана затягивается. Черт, подумал Наруто и призвал Мизуки, который ничего не успел сделать, как отлетел на 500 метров. Дракон снова хотел использовать технику приближения, но Наруто использовал технику глаза Шузими, с помощью которой в течение 5 минут Наруто нельзя поразить техниками, но после перезарядка целых 20 минут. Наруто распечатал катану черного цвета и влил в нее остатки чакры молнии, после чего ударил по земле. Земля раскрошилась как печенье. Наруто уже был у головы дракона, как вдруг его откинуло. Перед ним стояли тигр, хамелеон и раненый дракон. А около них стоял человек, похожий на растение, который был наполовину черный и наполовину белым. Вдруг появился Орочимару и Кабуто. «Дракон, дай мне разобраться с этим ублюдком», — сказал Орочимару и сложил печати. Под Наруто земля, которая и так была в ужасном состоянии, задрожала. Наруто подпрыгнул на 10 метров, но из-под земли вылезла огромная змея, которая проглотила парня. На лице Орочимару появилась ехидная улыбка, но через секунду она исчезла, потому что он уже не чувствует чакру парня. Лис переместился на расстояние в 1 километр. Он упал около входа в деревню. Джираю нес Гамабунда, который направлялся к Канохи. Вот он уже у врат Канохи, на которых уже стоял Минато во все оружие. Минато увидел полумертвого с одной рукой Джираю, сразу же подпрыгнул к нему и быстро направился в медпункт. В тот же день Цунада лечила Джираю и заботилась о нем. Менма очень сильно переживал за Джираю, как и Минато. Жаби-отшельник проснулся под вечер. На его коленях спала Цунады, которая устала за сегодняшний день. Джирайя тихонько встал и пошел в сторону резиденции.
В кабинет Хокаге постучался Нин, на что уставший голос позволил войти. «Я рад, что ты жив», – проговорил Минато. «Сейчас не об этом. Наруто Учиха жив», – передал радостную новость Джирайя. Минато встал в ступор. 3 года назад Минато рассказал семье о Наруто. Кушина не стала бить Минато, а просто рыдала материнским сердцем, желала встретить и обнять Наруто, но это было невозможно. Менма не ожидал от отца такого, но и не винил его. Мина и Акими плакали вместе с матерью. И вот, есть шанс все исправить. «Где он?» – напуганно спросил Минато, так как боялся снова потерять 3-й раз ребенка. Джирайя стал рассказывать о том, как встретился с Наруто и как Наруто спас его. Новая сила и 4-я мировая война шиноби. Наруто появился в своем же подсознании. Ни Лиса, ни Курамы, ни Мии не было. Все как будто пропали. Вдруг перед ним появилась красная дверь, которая была окутана цепью. Когда Наруто подошел ближе, цепи исчезли, и вот он открыл дверь. Как вдруг глаза заболели, и он покрылся линиями. Фиолетовый огонь уничтожал чакру, а из глаз вытекала кровь литрами. И вот все прекратилось. Он прошел дальше, как вдруг его схватили цепи. Перед ним появился какой-то мужчина лет 45, с черными, длинными волосами до колен, с красными глазами, как у Наруто. Он поднял голову Наруто и посмотрел на него. А в этот момент Наруто смог разглядеть глаза, красные как кровь, переливались с черными. Вдруг Наруто упал на пол, так как цепи исчезли. «Ты же моя реинкарнация, я предполагаю. Ладно, меня зовут Ичига, я первый наследник этих глаз. Во время жизни Мудреца Шести Путей и его брата я могу предложить тебе открыть всю силу глаз, но ценой будет 5-минутный ад, который покажется вечностью. Ты согласен?» Без эмоций проговорил Ичига. «Сначала расскажите о способности этих глаз», – еле как проговорил Наруто. Первое. Ты сможешь оживить 5 человек, но чтобы снова воспользоваться этой способностью, нужно будет ждать 10 лет. Второе. Создание тела для любого гостя подсознания, даже Биджу. Третье. Покров, который будет сильнее покрова Девятихвостого. Четвертое. Использование чакры как материал для оружия. Рассказал Ичига, который ждал ответа Наруто. «Да», – уверенно воскликнул Наруто. «Тогда предупреждаю. 1-я минута – это пытки по типу избиения. 2-я минута – это пытки выдирания ногтей и кожи. 3-я минута – пытка – это сплошная темнота без насилия. 4-я минута – пытка – это полное сгорание. И 5-я пытка – это моральная». Проговорил Ичига и тронул лоб парня. После чего все началось. 3 дня назад Джирайя рассказал о Наруто и организации. В этот же день прибыла Юкина, которая подружилась со всеми и сказала, что Ята прибудет через неделю. На следующий день Минато устроил собрание 6 Каги, в котором появился человек в маске со спиралью. Тоби объявил войну всем Каги, и в итоге все Каги подписали альянс. А на 3-й день Каги набрали армию и выбрали Минато главнокомандующим в войне. В тот же день набрали огромное войско, что даже Каги удивились. Армию разделили на 6 частей. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я части – это армия из каждой деревни, и войсками будут управлять сами Каги, а 6-й отряд – это элитный, в нем был и Менма, и Саске, и даже Gaara. Главнокомандующий этого отряда стал Джирайя. Цунаде возглавила отряд медиков, в котором Сакура была правой рукой Цунаде.
Кушина, и многие мастера Фуина обучали большое количество шиноби для осуществления плана Минато. В это число вошли Мина и Акими, и вот на следующий день началась война. Первую атаку провел Цучикаге и его войска, которые сражались с армией Звука на востоке и удачно выиграли с немалыми потерями. Вторым столкновением управлял Казыкаги, который стеснил армию нукининов на западе с большими потерями. Райкаги управлял войсками в третьем столкновении, в котором белые зетсу атаковали с северо-восточную сторону. В этой битве выиграл Райкаги, но с очень большими потерями. Четвертое столкновение привело к котлу армии Райкаги. Ряды Мизукаги разбили белые зетсу, которые применяли облик и атаковали в спину. В итоге Райкаги смог выиграть сражение с потерями в 2/3 войска. И вот пятое столкновение. Совместная армия противника против армии Хокаге и частями из других деревень. В итоге Хокаге стеснил войска и вовсе разрушил их. Началось полное приготовление к плану Минато. Вокруг места, в котором были враги, выстроились шиноби. По громкой команде они сложили одновременно печати, и перед шиноби появился красный барьер. Но в тот же момент Кабуто смог оживить Мадару, в которого пересадили один глаз дракона, а взамен пересадили глаз Мадары. Все приготовления по призыву Десятихвостого были выполнены. И как только барьер появился, сразу же возник Десятихвостый. Тоби стал временно управлять Джуби, пока Мадара использовал технику, которая отменяет Эдо Тенсей и полностью возвращает Мадару к жизни. Орочимару готовился к масштабной войне с Кабуто. Хамелеон и Тигр тоже готовились к битве, так как все остальные попали в руки врага. Джирая и элитное войско ворвалось в барьер и ринулись к Десятихвостову. Тоби махнул рукой, и из-за Джуби вылетели тысячи копий. Многие выжили. Джирая дал команду о стрельбе огненными техниками. За секунду в Девятихвостого полетели более 1000 шаров. Вдруг появился синий Сусана и закрыл Джуби от атаки. Тем временем сильнейшие силы Канохи разделились по группам. Итачи, Саски, Шисуи и Обита направились к Мадаре. Хината, Неджи, Киба, Шикамару, Ина, Чоуджи, Рокли и другие направились к Тигру и Хамелеону. Минато напал на Тоби, а Джирая и Менма на дракона. Сражение сначала было в пользу Канохи, но ненадолго. Команда, которая напала на Тигра и Хамелеона, начала сдавать позиции. Тигр с помощью одной техники заблокировал половину команды в мини-барьеры. Их почти невозможно пробить. Только техники Фуина способны снять его. Хамелеон заключил в мощное гендзюцу на заточенных, а именно Рокли, Шикамару, Неджи. Именно из-за этого команда не смогла выиграть битву. Тем временем Мадара побеждал Учих за счет опыта. Шисуи пытался использовать особую технику глаз, но ему это не удалось. Техники Итачи и Саски никак не пробивали Сусана Мадары. Обита использовал камы и лишал частей тела Сусана, но это никак не помогало. Джирая и Менма почти выиграли дракона, но вот к нему прибыло подкрепление в виде змеиного санина, и теперь битва была сложнее. Минато 3 раза повредил Тоби, но из-за Камуи, которая тоже была у Тоби, Хокаге еле как наносил урон. Но неожиданно Какаши напал на Тоби, но тот схватил его за руку, которая прошла сквозь Тоби, и выкинул его в Хокаге. И вот настало время. «Ну теперь вам конец!» – крикнул Тоби, и его окутали ветви Джуби. Спустя минуту появился Тоби. Он стал Джинчурики Десятихвостого. Через секунду отлетел Какаши в скалу на расстоянии 300 метров от места. Минато перед этим поставил печать на Какаши, и когда тому остались 5 метров, появился Минато и поймал Какаши. Тоби призвал огромное дерево, которое обозначало проигрыш Альянса, но вдруг в барьер влетели 3 силуэта. Черный побежал к Тоби, красный к Джирае и Менме, а синий к команде. После 5 минут ада.
Наруто все эти 5 минут лежал на земле. Для окружающих это было 5 минут, а для него вечность. Каждую секунду он ощущал боль. И вот он встал с колен, сложил печати, и из его головы вылетели 2 сгустка чакры. Это были Лис и Мия. Лис увидел, что он жив, запрыгал от счастья. Мия вцепилась в Наруто страстным поцелуем и спустя 1 минуту отпустила его. Курама решил остаться в подсознании парня. Наруто снова сложил печать, и его покрыл фиолетовый огонь. Через секунду появился покров Курамы, а еще через секунду режим змеиного санина. Лис покрылся улучшенной версией покрова Лиса и активировал режим змеиного санина тоже. Мия покрылась синим пламенем. «Погнали!» – громко сказал Наруто, и через секунду их уже не было. Наруто стоял перед Джинчурики Десятихвостого. Вдруг он исчез и появился сзади, на расстоянии 30 метров. В его руке был какой-то шар, и он кинул его в Тоби. Вдруг шар взорвался. Взрыв был настолько мощный, что появился кратер с размером огромное озеро. Тоби выжил за счет Камуи, но он лишился руки. «Черт!» – кричал Тоби. Наруто не стал медлить и подбежал ближе, как вдруг в него прилетел Мадара и ухватил того за горло. Наруто отлетел в гору, а потом гора потрескалась и разрушилась, а Мадара впитывал чакру Десятихвостого, чтобы стать Джинчурики. Минато переместился и ударом ноги по челюсти откинул Тоби от Мадары, но было уже поздно. Перед ними стоял Мадара. И вдруг Минато отлетел в сторону. От Мадары истекала сила. Наруто, поняв, чем может закончиться сражение с Мадарой, быстрым движением схватил того и выкинул за барьер. Кушина увидела сына и не поверила своим глазам. Тем временем Менма и Саски встречали мудреца 6 путей. Мадара привстал, и в него полетел тот самый шар, только в другом объеме. Мадара еле как смог увернуться, и прогремел взрыв. Где раньше стояла гора, образовался огромный кратер. «Эй, пацан, да ты силен!» – проговорил Мадара, как вдруг Наруто заметил боковым зрением Лимбо и отбросил его. Мадара поднял руки вверх, и через минуту из неба вылетели 10 огромных каменных метеоритов. Наруто понял, чем может это закончиться. Приняв облик огромного огненного лиса, он схватил сферы руками из чакры. Наруто еле как сдерживал колоссальный вес сфер. «Наруто, ставь это на меня!» – закричал Курама в подсознании парня, и через секунду Наруто ударил Мадару по лицу с такой силой, что Мадара проломал гору с собой. И вот в ночном небе сверкали молнии, одна черная, а другая белая. Наруто стал сдавать позиции из-за опыта Джинчурики Десятихвостого. И вот удар, и Наруто встретил землю спиной. Мадара выдохнул и начал собирать чакру в руке, чтобы покончить с сильнейшим соперником. Но резко перед Наруто появились Менма и Саски. У Саски на месте левого Мангекё Шарингана был Риниган с Томоэ, а в Менме чувствовалась вся чакра хвостатых, кроме темного Курамы. Наруто, поняв, что они и сами справятся, появился около уставших Мия и Лиса. «Фу, блин, иметь другую чакру и тело неудобно», – проговорил Лис, запыхавшись. «Зато с Юкина будешь, и драконом победил», – проговорил Наруто, похлопав плечо Лиса. «На этом наша работа закончилась?» – неловко спросила Мия. «Да, моя лисичка», – проговорил Наруто и поцеловал страстным поцелуем Мию, а та была не против. «То есть ты оставил Мадару на Менму и Саске?» – неожиданно спросил Лис. «Да, нам нет смысла участвовать, мы и так изменили ход событий», – проговорил Наруто. «Ладно, пошел я к Юкина, а то давно хотел заняться с ней». «Ну ты понял чем», – сказал Лис и исчез. «А ты что планируешь?» – спросила Мия. «Может, уединимся?» – ответил вопросом на вопрос Наруто. Ответ стал поцелуй Мии, и они исчезли. Менма и Саски победили Мадару без всякого труда, так как все силы Мадары ушли на Наруто. Черный Зетсу не смог исполнить задуманное и просто испарился. Маленькое прояснение. В этой вселенной Тоби и Обита – это разные люди. Тоби родился в деревне Скрытого Камня.
Он был сиротой, так как в первый же год своей жизни лишился отца и матери на границе камня. В тот момент отец и мать хотели переехать в Коноху, но их убили. Тоби не стали трогать, но оставили на решение судьбы. В итоге его спасли шиноби камня. В 8 лет, когда он пробудил Шаринган, ему воткнули нож в спину свои же товарищи, так как глава деревни хотела получить Шаринган. Битва между сокомандниками закончилась смертью 2 генинов, а именно предателей. Тоби заполучил Мангекё Шаринган и сбежал из деревни. На территории Конохи его встретил старый Мадара, который тренировал Тоби в течение года. После он умер от старости, и Тоби остался один. Именно он устроил нападение Лиса на Коноху. Прошло 7 лет с момента 4-й мировой войны шиноби. Сразу перейдем к делу. Менма стал 5-м Хокаге. Его признали из-за того, что Менма, можно сказать, направлял войска в бой. Также он женился на Ками. Ками стала очень хорошей кунаичи и домохозяйкой. Родила ребенка, мальчика, зовут Йоши. Ему 6 лет, и он уже стал гением. Саске стал первым советником Хокаге, а вторым является Шикамару. Саске женился на Сакуре, и у них появилась дочь, ее зовут Сарада, и она также является гением для своего возраста. Лис, то есть Ято, стал главой деревни Водоворота. Ему помогает его жена Юкина, которая стала сильнейшим сенсором во всем мире. У Лиса также появился мальчик, которого звали Юки. Семья Хокаге узнали о Наруто, но никто не стал винить Минато, так как он недели 2 жил у Джираи и еще вдобавок получил 3 удара от жены и дочек. Они пытались уговорить Наруто вернуться, но тот отказался. 6 великих деревень решили создать великий альянс среди них. Казыкаги был тем, кто предложил эту идею. Кстати, Казыкаги стал Gaara, а Райкаги – Киллер Би. Насчет Биджу и Джинчурики. Всего осталось 4 Джинчурики, а именно Менма, Би, Gaara и Наруто. Менма стал Джинчурики всех хвостатых, кроме темного Курамы. Шукаку решил остаться в Гааре, а Менме отдал 2/3 чакры. Также поступил Гьюки, а темный Курама завопил на все пространство о том, что Менма не получит и капли чакры. Он не заслужил. Светлый Курама пытался уговорить того, но тот тыкнул в Наруто и сказал: «Он единственный, кто достоин получить мою силу». И до сих пор ничего не изменилось. Наруто стал сильнейшим шиноби в мире, и это все признали. Менма 2-й по силе, а Саске 3-й. Но на самом деле они примерно равны. Наруто женился на Мии, а та родила мальчика, которого назвали Ичиго. Мия не понимала, почему Наруто решил так назвать сына, но ей понравилось это имя. Ичиго – вылитый отец, вот только волосы и глаза отличаются. Левая сторона волос и левый глаз были голубого цвета, а правая сторона красная. Ичиго соперничает с Йоши, Сарадой и с Юки. Наруто стоял на лице 3-го Хокаге и рассматривал голубое безграничное небо. Сейчас он осознал, что он получил, чего желал. Признание, внимание и любовь. Чего это ему только стоило. Но он ни о чем не жалел. Вдруг к нему подбежал Ичиго. «Папа, а как ты стал богом шиноби?» – спросил мальчик. «Это долгая история, но я уверен, что ты также станешь сильнее. Даже сильнее, чем я», – проговорил Наруто и тихонько стукнул лобик парня. «Папа, я хочу стать как ты», – прокричал парень и сел на колени Наруто. Наруто погладил по волосам парня. Они смотрели на уходящее солнце, пока вовсе не стемнело. И так заканчивается история о сильнейшем шиноби в мире, а именно Аузумаки Наруто. Конец. Итак, спасибо всем, кто досмотрел этот сюжет до конца. Надеюсь, вам он очень понравился. Кто не подписан, не забудь это сделать и нажать на колокольчик. Также вступить в Discord сервер обязательно. Зафоловиться на Twitch и в группу ВК заглянуть по желанию. Ну а с вами был Ганзи. Это было объединение всех частей Наруто Черный Лис Конохи. Еще услышимся.